повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации. Сегодня с нами вместе работают более 10 регионов Российской Федерации. В 2019 году грант, субсидию на мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на уровне Российской Федерации, выиграли 23 региона. И практически половина из этих регионов с нами сегодня вместе работает на нашей онлайн-конференции. Уважаемые коллеги, мы желаем нам успешной работы, а в программу нашей конференции входят межрегиональный семинар модели и механизмы финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях. И в рамках нашей конференции пройдут кейсы, опыт работы в команде «Школа-лидер», «Школа-участник». А для приветственного слова мы приглашаем заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олега Александровича Молотова. Пожалуйста, Олег Александрович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, участники Республиканского образовательного форума. От имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми я рад приветствовать вас на нашей площадке, посвященной вопросам повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных условиях. Вопрос перевода школ в эффективный режим функционирования на самом деле очень важен для всех нас, актуален. И формат проведения сегодняшнего мероприятия, межрегиональный формат, он не случайен. Нам очень важно увидеть, услышать опыт других регионов, успешный опыт, чтобы принять его тоже, так скажем, на вооружение. Поэтому я желаю всем нам сегодня продуктивной работы, чтобы наши коллеги и мы поделились нашим успешным опытом и организовали эту деятельность успешно. Спасибо. Благодарим вас, Олег Александрович. И наш первый доклад об идеологии проекта «Эффективная школа» в Республике Коми. Нормативными основаниями для реализации проекта на территории Республики Коми выступают соглашение о предоставлении субсидий с федерального бюджета и бюджета Республики Коми на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации, а также приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации на территории Республики Коми. Цель проекта заключается в разработке и реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в тех общеобразовательных организациях, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования. Показателем результативности выступает доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года. И этот показатель составляет 100%. Действительно, этот показатель мы достигаем в течение уже 2 лет. А вообще Республика Коми участвует в проекте 3-й год. С 2017 года мы принимаем участие в этом проекте. На данном слайде представлена логика развития проекта. Мы продолжаем работать с школами, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях, участвовавших в первых этапах проекта 2017-2018 года. А также мы организуем работу с вновь определенными школами. Эти школы были определены в результате проведения процедуры идентификации школ с устойчивыми низкими результатами обучения. Мы совершенствуем республиканскую модель оценки качества образования, развиваем единую информационно-образовательную среду, в том числе с применением технологий цифрового образования, и используем также потенциал системы дополнительного образования, олимпиадного и конкурсного режима. Участниками реализации комплекса работ по мероприятию выступают следующие организации. Конечно, это прежде всего Министерство просвещения Российской Федерации и правительство Республики Коми, которые заключили между собой соглашение.
На уровне республики координатором проекта является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Сетевым координатором, оператором проекта выступает Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования. С нами совместно работают все 20 муниципальных органов управления образованием. В каждом муниципалитете определены школа-лидер и школы-участники проекта. И, конечно, это наши партнеры, с которыми у нас заключены соглашения о сотрудничестве. Это и Московский государственный психолого-педагогический университет, региональные институты развития образования, НИУ, Высшая школа экономики, Российская академия образования, Государственный университет имени Сэма Хьюстона США и наши партнеры из проектов Учи.ру, Global Lab, интеллектуальная школа, а также издательство учебной литературы. Сроки реализации мероприятий в 2019 году определены с 11 марта по 15 декабря. 10 направлений содержит более 50 мероприятий. В основе проекта лежит концепция школьной эффективности, обеспечивающая системные изменения при согласованных действиях и сотрудничестве всего профессионального сообщества. Результаты проекта выражаются в части создания условий для реализации проектов повышения качества образования в школах. Это разработка региональных программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с охватом не менее 100% программ, разработанных в общеобразовательных организациях участников проекта. Это разработка программы тьюторского сопровождения школами-лидерами школ участников проекта. Охват 100% муниципалитетов. Это регулярное проведение мониторинга качества результатов обучения, а также качество преподавания, управления школьной среды с охватом 100% школ участников проекта. Это проведение курсов повышения квалификации для директоров, заместителей директоров и учителей с охватом не менее 100 педагогических и управленческих работников. И еще один результат проекта выражается в создании информационном и организационно-методическом сопровождении республиканских, муниципальных и школьных методических объединений педагогов с охватом 100% школ участников проекта. Данный слайд демонстрирует этапы проекта на республиканском уровне. Погружение в проект началось в ходе информационных сессий вебинаров, и эти вебинары мы проводим с периодичностью 2 раза в месяц. В апреле-мае школы-участники проекта провели диагностику профессиональных затруднений и потребностей педагогов с помощью нашего сервиса диагностики профессиональных дефицитов. С 13 по 15 мая прошел международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы», в котором приняли участие более 80 педагогов и руководителей школ, участников проекта. И именно на международном методическом семинаре прошло такое погружение в проект. Школы-лидеры показали свои возможности, с ними были проведены проектные сессии, а со школами-участниками тоже были проведены различные мастер-классы, кейсы, дискуссии, открытые лекции и другие мероприятия. В ходе летней дистанционной школы прошли курсы повышения квалификации для педагогов и руководителей образовательных организаций, и нас ожидает еще повышение квалификации в ходе осенней сессии в октябре-ноябре. В мае также прошла проектная сессия по формированию программ перевода школ в эффективный режим функционирования. В июне с 25 по 27 июня прошел очень интересное мероприятие «Летняя школа для молодых педагогов» «Хакатон», в котором принимали участие молодые педагоги, в том числе и из школ участников проекта. С мая по июнь проходила проектная сессия по профессиональной коллаборации школ-лидеров и школ-участников проекта. Школы-лидеры делились своим опытом, школы-лидеры прошлых лет делились своим опытом с новыми школами-лидерами, определенными в этом году. А также мы организовали на платформе «Мобильный методист» личные кабинеты для всех школ-участников проекта, и школы эти личные кабинеты заполняют. Нами был организован мониторинг качества образования внешних и внутренних условий функционирования. Второй этап мониторинга будет запланирован в сентябре-октябре. Также мы работаем над созданием активизации муниципальных школьных методических объединений в школах-участниках проекта. У нас состоялся грантовый конкурс для школ-участников проекта и школ-лидеров. Это конкурс модели перевода школ в эффективный режим функционирования. И сегодня мы в конце нашей конференции должны будем объявить итоги этого грантового конкурса. Ну и сегодня мы с вами присутствуем на онлайн-конференции и межрегиональном семинаре.
Основной профессиональной инновацией проекта 2019 года выступает возможность осуществления деятельности на основе результатов диагностики и мониторинга результатов не только обучения, но и условий функционирования школы, внешних и внутренних условий, а также качество преподавания и качество обучения. Личный кабинет образовательной организации сформированы на платформе «Мобильный методист». И личные кабинеты педагога, они сформированы на сервисе диагностики профессиональных дефицитов. Таким образом, мы предполагаем, что каждый участник проекта получит стимул для своего профессионального развития. Платформа «Мобильный методист» выступает интерактивной площадкой проекта «Эффективная школа». Адрес ее metod.krilo.ru. Это онлайн-площадка для сетевого взаимодействия участников проекта. Международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы» – это такое было знаковое событие, о котором я немножечко уже начинала говорить. 3 насыщенных дня, более 30 мероприятий в себя включили. Это разнообразные кейсы, мастер-классы, открытые лекции, дискуссии по 4 профессиональным трекам. 8 профессиональных партнеров с нами работало, 32 эксперта, в том числе эксперты международные, эксперты федеральные, эксперты региональные, и более 130 участников наш международный методический семинар собрал. Я думаю, что каждый участник этого семинара открыл для себя что-то новое, узнал какие-то новые практики и смог применить все это в своей собственной профессиональной деятельности. С 25 по 27 июня проходил хакатон молодых педагогов, в котором также принимали участие наши эксперты, региональные и федеральные эксперты. Прошли кейсы, проектные информационные коуч-сессии, дискуссионные площадки, круглые столы. Хакатон проходил под девизом «Учитель будущего» от идеологии и стратегии к структуре и содержанию, к повышению качества образования. Мы обсуждали вопросы аттестации, прошла презентация проекта «Учитель будущего». Были организованы встречи с экспертами и лидерами республики. Молодые педагоги поработали на тренингах, мастер-классах и форсайт-сессиях. И также использованы были интерактивные формы работы с элементами геймификации. Сервис диагностики профессиональных дефицитов, разработанный институтом на нашей платформе дистанционного обучения, позволяет выявить предметную компетентность педагогов, методическую компетентность, психолого-педагогическую, коммуникативную компетентность. Результаты диагностики учитываются нами при формировании адресных программ повышения квалификации. С 20 июня по 30 августа прошла летняя дистанционная школа, которая включала в себя в этом году 11 различных программ и еще дополнительно 6 программ открытых онлайн-курсов. Вот здесь мы видим название этих дистанционных курсов: «Эффективное управление качеством образования в общеобразовательной организации», «Психолого-педагогические технологии адресной работы с учащимися школ с низкими результатами обучения, учащимися школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», «Профилактика социального и зависимого поведения», «Проектирование воспитательной системы школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях», «Организация работы по выявлению и преодолению профессиональных дефицитов педагогических работников общеобразовательных организаций», «Формирование культуры речи педагогов, неурочная деятельность по русскому языку», «Языковая образовательная среда учебных предметов», «Адресная работа учителя русского языка с различными категориями детей», «Диагностика образовательных достижений обучающихся, в том числе функциональной грамотности», и «Культура русской речи и подходы к формированию функциональной грамотности обучающихся». Более 150 педагогов и руководителей прошло обучение на дистанционных курсах. И кроме того, открытые онлайн-курсы, которые также размещены на нашей платформе дистанционного обучения, они были открыты для всех желающих. Мы также предлагаем нашим участникам проекта различные цифровые ресурсы, которые разработаны Институтом развития образования. Это и единая система дистанционного обучения Республики Коми, это и портал «Открытое образование» Республики Коми, это наш сайт повышения квалификации, это сайт профессиональных конкурсов, это платформа «Мобильный методист», сервис диагностики профессиональных дефицитов, наш проект «Видеозал» на сайте Института развития образования. Здесь все участники проекта могут найти для себя те инструменты, которые помогут эффективно реализовать программу перевода школы в эффективный режим функционирования.
А сейчас, уважаемые коллеги, мы расскажем о том, как было организовано сетевое взаимодействие участников проекта «Эффективная школа» на основе результатов мониторинга. Итак, коллектив школы принял решение, что он будет внедрять модель эффективной школы и составлять программу перехода в эффективный режим функционирования. Первый вопрос, который возникает, это с чего начать? Ну, конечно же, начинать необходимо со сбора и анализа данных о текущей ситуации. Нами были разработаны и предложены для участников проекта 3 анкеты. Первая анкета – это условия работы школы. Включает в себя 4 раздела. Это общая информация о школе, внешняя среда школы, внутренняя среда школы и управление развитием школы. На данном слайде представлены некоторые результаты, которые были получены в ходе этой анкеты. В частности, мы здесь обозначили вопрос, который касается возможности организации социального партнерства, оценки. И школы отмечают, что в основном это средняя активность социальных партнеров, что социальных партнеров немного, они оказывают в основном моральную поддержку. Также мы здесь обозначили долю педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 2018 году. Более 40% прошли повышение квалификации, это мы считаем достаточно хорошим показателем. Используются ли дистанционно образовательные технологии? Большинство школ-участников проекта, 69%, отмечают, что да, действительно дистанционно образовательные технологии используются. И по итогам всех вопросов у нас баллы распределились следующим образом. Чем больше баллов набрано, тем сложнее социальная ситуация школы. Да? Поэтому мы видим, что не так уже много школ попали у нас в зону, там, где действительно очень серьезная сложная социальная ситуация. Но мы считаем, что если школа набрала больше 16 баллов по этой анкете, то мы эти школы относим к школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. А также один из вопросов в анкете был это наличие специалистов. Мы видим, что данные по наличию и отсутствию специалистов представлены в данной таблице. Надо сказать, что эти данные меняются с течением лет. В прошлом году меньше школ отмечали, что данные специалисты в штате школ имеются. В этом году мы видим положительную динамику в большинстве школ-участников проекта. Далее мы организовали внутришкольную углубленную диагностику качества основных процессов. Внутришкольная углубленная диагностика проводится школой перед началом разработки программы перехода школы в эффективный режим работы. Это самодиагностика, которая предполагает определение благополучных и проблемных зон в жизни собственной школы. То есть это первый шаг к изменению. И в ходе самооценки проводятся интервью, анкетные опросы, используются иные методы и формы сбора информации о деятельности школы от сотрудников и участников образовательного процесса. Основные показатели состояния школы разделены на составляющие элементы. И предлагается оценить уровень каждого показателя по условной шкале от единицы до 6. Это идеальный или образцовый уровень. На основе этих показателей была составлена анкета «Внутришкольный входной мониторинг», которая включает в себя следующие разделы: содержание образования, успеваемость, обучение и преподавание, мониторинг достижений и помощь учащимся, моральные установки и климат, ресурсная обеспеченность и привлечение дополнительных ресурсов, управление, руководство и обеспечение качества. На следующем слайде представлены некоторые результаты этой анкеты. Мы видим, что структуры учебного плана большинство оценивают на уровень хорошо, очень хорошо и отлично. То есть 4 – это у нас уровень хорошо. Общее качество успеваемости большинство школ оценивают на 3, то есть адекватно. Прогресс школы в повышении успеваемости, прогресс учащихся в учебе и успеваемость учащихся по отношению к другим предметам. Обеспечение ресурсов. Вот здесь у многих школ выявились проблемы. Достаточность доступного финансирования большинство оценивает на 3, адекватный уровень. Также мы видим 2 – это слабый уровень, и в этом вопросе у нас очень явно выявился уровень 1 – это явные слабые стороны. И достаточность размера и качества ресурсов также большинство школ оценивают на уровень 2, то есть слабо выражены эти области работы. И также мы оценили возможности привлечения ресурсов
Школы отмечают, что привлечение ресурсов образовательной сети на данный момент пока еще на достаточно адекватном уровне находится. Сильные стороны несколько перевешивают слабые стороны, но есть и проблемы. И также существуют определенные проблемы в привлечении ресурсов территории и местного сообщества. В связи с этим мы говорим о том, что необходимо использовать ресурсы сетевого взаимодействия не только образовательных организаций, но и местного сообщества. Третья анкета была предназначена для мониторинга качества преподавания и организации учебного процесса, включала в себя разделы планирования обучения, процесса обучения, навыки усвоения материала и мотивации, удовлетворения нужд учащихся, оценка работы как часть процесса обучения, отчеты о том, как учатся учащиеся, взаимодействие с родителями, отслеживание прогресса и достижений, помощь в учебном процессе, ожидаемые результаты и создание условий для их достижения. Преподавание и обучение являются центральными пунктами, в которых должны произойти изменения, чтобы улучшились результаты учащихся. И здесь 4 критерия оценки было предложено: не наблюдается, неудовлетворительно, нуждается в улучшении и хорошо. На слайде представлены некоторые результаты. Мы выбрали те, которые наиболее красноречиво показывают нам некоторые проблемы. Большинство отмечают, что приемы обучения, включающие в том числе применение информационных технологий, соответствуют нуждам учащихся. Они максимально увеличивают возможности непосредственной работы с участием всего класса, группы или отдельных учащихся. На уровне хорошо оценивают большинство школ и также на уровень нуждаются в улучшении. Учащиеся работают в сотрудничестве друг с другом в самых различных обстоятельствах и группах, различающихся по своему составу и размеру. А здесь большинство школ отмечают, что этот показатель нуждается в улучшении. Отдельным учащимся предоставляются услуги опытных специалистов. И здесь мы видим, что четверть школ отмечает, что этот показатель у них вообще не наблюдается. То есть здесь проблемы, с этим необходимо работать, но мы видели, что по предыдущей анкете эти специалисты в школах просто отсутствуют в большинстве школ. Мнения родителей и их запросы относительно успеваемости и прогресса ребенка рассматриваются своевременно и тщательно. Школа активно откликается на них. И здесь у нас уровень хорошо в большинстве школ. 82% школ отмечают, что это у них хорошо проработано. Таким образом мы видим, что существует определенный ресурс, который заключается в сетевом взаимодействии образовательных организаций между собой внутри муниципалитета и с подключением сетевых партнеров, социальных партнеров. Такое сетевое взаимодействие позволяет повысить эффективность школьных процессов. Именно сетевое взаимодействие позволяет распределять ресурсы при общей задаче деятельности, опираться на инициативу каждого конкретного участника, осуществлять прямой контакт участников друг с другом, выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели и использовать общие ресурсы сети для нужд каждого участника. Конечно, сетевое взаимодействие оно может быть эффективно только при его правильной организации, то есть наличие объединяющей цели и одновременно солидарной ответственности. С одной стороны, это независимость членов сети, с другой стороны, это добровольная связь. Множественность лидеров и одновременно это коллегиальность принятия решений. Множественность уровней взаимосвязи требует обязательной обратной связи. Наличие не только вертикальных, но и горизонтальных связей должно быть выстроено в сети. Взаимная выгода, то есть всесторонняя полезность, структурирование деятельности, разделение обязанностей. Мы выстроили такую модель сетевого взаимодействия участников проекта. Оператор проекта Институт развития образования осуществляет реализацию республиканской программы перевода школ с низкими результатами обучения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим функционирования и осуществляет консалтинговое сопровождение участников проекта. Сетевые сообщества в 2017-2018 году это у нас были межмуниципальные сетевые сообщества, школьные команды. В этом году у нас все 20 муниципалитетов участвуют, 20 школ-лидеров и сетевые сообщества у нас в этом году муниципальные. Осуществляют разработку и реализацию муниципальных и школьных программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Управление образования на местах разрабатывают и реализуют муниципальные программы перевода школ в эффективный режим функционирования и осуществляют консалтинговое сопровождение школ участников проекта. И в каждом муниципалитете школьная команда в составе школы-лидера и школ участников проекта. В 2017 году у нас работали 5 муниципалитетов, 5 школ-лидеров и 14 школ-участников. В 2018 году 20 муниципалитетов, 8 школ-лидеров и 29 школ-участников. В этом году у нас участвуют 20 муниципалитетов, 20 школ-лидеров и 54 школы-участников. А также с нами совместно взаимодействуют наши партнеры.
И для того, чтобы стимулировать вот это сетевое взаимодействие школ-участников проекта, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми был объявлен республиканский грантовый конкурс модели перевода школ в эффективный режим функционирования. Целью грантового конкурса является стимулирование командной работы между школами-лидерами, школами-участниками, школьными командами проекта по разработке программ перевода школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим функционирования с учетом выявленных ресурсных и профессиональных дефицитов педагогов. Задачами являются, во-первых, повышение качества образования в школах, во-вторых, это выявление успешных практик командной работы между школами-лидерами и школами-участниками проекта и публичное признание личного вклада руководителей общеобразовательных организаций в развитие системы образования Республики Коми. В-третьих, это трансляция лучших программ школ-участников по переводу школ, функционирующих в неблагоприятных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты в эффективный режим функционирования. И в-четвертых, это изучение и распространение опыта школ-лидеров по эффективному управлению общеобразовательными организациями Республики Коми. По итогам грантового конкурса школьные команды победителей конкурса получают не только дипломы от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, но и грант. За первое место это 500 тысяч рублей, за второе место 400 тысяч рублей, за третье место 300 тысяч рублей. А все школьные команды, участники конкурса, получают денежное поощрение в размере 40 тысяч рублей. Обращаю внимание, что грант идет именно на школьную команду, и внутри школьной команды уже участники договариваются, на что и как они эти деньги будут тратить. На конкурс от муниципальной команды были представлены заявки, содержащие программу перевода школ участников в эффективный режим функционирования, программу тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, описание опыта взаимодействия школьной команды «Мы одна команда» в форме эссе и рекомендательное письмо от муниципального органа управления образованием за подписью руководителя и координатора проекта. На следующих слайдах представлены критерии оценивания программы тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, и критерии оценивания для программ перевода школ в эффективный режим функционирования. И также критерии оценивания эссе «Мы одна команда». Чтобы стать участником конкурса, школьная команда должна была внутри своей команды согласовать цель, задачу, результаты программ перевода школ в эффективный режим функционирования работы и программу тьюторского сопровождения. Заключить договоры о сотрудничестве школа-лидер с каждой школой-участником. Приступить к реализации программ, описать взаимодействие команды в формате эссе «Мы одна команда» и получить рекомендацию для подачи материалов на конкурс от муниципального органа управления образованием. Мы разработали проект партнерского соглашения, который представлен на платформе «Мобильный методист». Все школьные команды, подавшие заявки на участие в конкурсе, таких школьных команд в этом году было 11, разместили в личных кабинетах на платформе «Мобильный методист» материалы своих сообществ. То есть каждая школьная команда разместила визитную карточку, свою программу перевода школы в эффективный режим функционирования. Школа-лидер разместила программу тьюторского сопровождения школ участников проекта. И также все соглашения партнерские, они также на платформе «Мобильный методист» были обозначены. На данном слайде представлена модель взаимодействия одного из участников проекта. Это Воркута, школа-лидер, школа номер 40. Сегодня они о своей модели расскажут. Школы-лидеры проводили для школ-участников проекта разнообразные сетевые мероприятия. Мы сейчас их только перечислим, а далее уже в ходе нашей конференции непосредственно участники проекта о них более подробно расскажут. Это стажировочная площадка по проблеме формирования ОВД обучающихся. Это образовательный коворкинг, это консалтинговые семинары, мероприятия по обмену опытом. Это мастер-классы педагогов школы-лидера для школ-участников. Это различные семинары, туториалы. Это диагностика профессиональной компетентности педагогов. Это открытые уроки. Апробация и реализация образовательных технологий, дистанционные обучающие курсы и другие мероприятия. Ну, конечно же, такое взаимодействие, оно дает свои результаты. И сегодня мы можем говорить уже о некоторых результатах проекта за 2017-2019 год. Это заключение соглашений между школами и участниками проекта, разработка и реализация программ тьюторского сопровождения. 100% муниципальных образований вовлечены в проект. А за 3 года обучено более 500 педагогических работников. Получены устойчивые модели повышения качества образования в школах со значительными факторами образовательной неуспешности и социальных дефицитов. На основе диагностических материалов разработаны программы перевода школ в эффективный режим функционирования. И выявлена положительная динамика роста средних баллов УГ и ЕГЭ в школах, участниках проекта. Значительное количество школ-участников проекта эту положительную динамику проявили. И мы считаем, что это главные результаты
которых мы добились в ходе реализации проекта на территории Республики. Благодарю за внимание. А мы с вами продолжаем и передаем слово школе-лидеру, 40-я школа города Воркуты. Выступает Радик Хамитович Туринбеков, заместитель директора по методической работе. Пожалуйста, вам слово, Радик Хамитович. Эта школа у нас уже второй год является школой-лидером в нашем проекте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники конференции. Для нас высокая честь уже второй год подряд представлять образовательную организацию в качестве школы-лидера в проекте «Эффективная школа». Сегодня вашему вниманию будет представлен опыт участия команды муниципального образования городского округа Воркута, в который вошли школы-участники. Это поселковая школа номер 14, номер 43 и городская школа номер 39 имени Георгия Александровича Чернова. В последнее время все чаще говорят об эффективной школе, о качественном образовании и его развитии, контроле и тому подобное. Этому посвящено множество статей и пособий. Однако проблема настолько комплексна, что разобраться в ней оказывается не так-то и просто. Дискуссия о методах выстраивания системы эффективного и качественного образования, изучение практического опыта привели специалистов к пониманию того, какими должны стать стратегии, модели, показатели эффективности, какими качествами должен обладать учитель эффективной школы. Однако каждое учебное учреждение уникально, поэтому наша команда приняла решение изучить как зарубежный, так и отечественный опыт формирования эффективной модели, чтобы лучше применить в собственной практике. Мы искали ответы на несколько вопросов, которые стали основными для нашей позиции. Когда же возникла идея эффективной школы, какие ее задачи, ключевые характеристики и критерии? Достаточно ли создать программу эффективного развития и нужны ли дополнительные условия для ее реализации? Понятие «эффективная школа» ввела в педагогику Альма Харрис. Это бывший президент Всемирной ассоциации изучения эффективности школ, профессор Института образования Лондонского университета. Это понятие стало своего рода протестом против результатов исследования, которые утверждали, что не школа, а семья, ее образовательный уровень определяет успешность ребенка. Оппоненты данных исследователей приводили, к примеру, школы, которые в неблагоприятных социальных окружениях добивались высоких образовательных результатов. И в качестве примера мы предлагаем свою образовательную организацию. Обратите внимание на слайд. Данная ситуация была выявлена в ходе анализа анкетирования условий работы школы руководителями команды. После проведенного мониторинга образовательных организаций нами был разработан пошаговый план действий по реализации республиканской программы перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования в 2017-2020 годах через тьюторское сопровождение школ команды города Воркуты. Итак, шаг номер 1. Задачи эффективной школы. Наша команда считает, что сторонники движения «Эффективная школа» решают очень актуальную в современном мире задачу. Они ищут пути устранения разрыва между образованием детей из богатых и бедных семей. В образовании социального неравенства быть не должно. У всех должны быть равные стартовые возможности. А в этом и суть социальной справедливости, как важнейшая ценность демократического общества. Да, сложно. Но школа – уникальный мир, в котором должны быть созданы все условия для реализации детской мечты и веры в будущее. Шаг номер 2. Каковы ключевые характеристики и критерии эффективности школы? Альма Харрис сформулировала 7 ключевых характеристик, которые наша команда рассматривает и как критерии эффективной работы, и как основные направления движения к эффективной школе. Вы их видите на слайде. Эти условия мы наполнили смыслом, который, по нашему мнению, раскрывает духовную суть эффективной школы. Наша команда решила дополнить условия эффективности, усилить роль родителей. Без учета влияния семьи на ребенка решить проблему формирования эффективной образовательной среды сложно. Наши методы предполагают привлечение родителей через советы школ, родительские комитеты. Большая роль отводится службе медиации.
Школа должна стать своего рода центром, в котором находят ответы на свои жизненные вопросы и дети, и взрослые. В поиске новых идей наша команда изучила опыт школ Бельгии. В Бельгии, как и в России, передовые педагоги стремятся к тому, чтобы качество деятельности образовательного учреждения соответствовало установленному стандарту. Внешние измерения, то есть мониторинги, обычная практика. Однако бельгийский опыт показал, что только внешние мониторинги без внутренней самооценки, без горизонтальной оценки, то есть другими такими же учреждениями, не дают школе возможности объективно понимать и свои реальные проблемы. Поэтому оценка деятельности школы должна опираться на внутреннюю систему оценки качества образования или ВСОКа, оценку по горизонтали и оценку по вертикали. В противном случае отчетность не всегда объективна. Проект «Эффективная школа» дает возможность педагогам наших школ оценивать работу друг друга. Это позволяет оперативно определять проблемы и совместно изучать пути их решения. Отечественный опыт представляет совершенно иную ценностную платформу. Каковы же критерии эффективной школы? Марк Акранович, исполнительный директор Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования, ответил на этот вопрос. В материалах исследования ПИСА есть определение хорошей школы. Это когда средний балл детей немного повыше, чем по совокупности школ, а влияние экономического статуса родителей ниже. То есть видно, школа учит. Наша команда еще раз убедилась, что академическая успеваемость – это золотой стандарт учреждения, который позволяет оценить эффективность работы школы. Но является ли это единственным критерием эффективной школы? В национальном стандарте система менеджмента качества Российской Федерации эффективность характеризуется по двум группам. Это результат затраты и результат цели. Мы думаем, что эти параметры и задают систему координат, которая должна оценивать эффективность деятельности школы. Используя данную модель результат затраты и результат цели, наша команда выстроила целевые индикаторы достижения качественного образования, изложенных в наших программах. Мы поставили не только цель достижения качественных образовательных результатов, то есть предметных, метапредметных, но и цену их достижений, затраты сил, времени и средств и условия. Это же, конечно же, организационно-педагогические, финансово-экономические и материально-технические. Следующий шаг – это уже непосредственно реализация программы. Как я уже говорил, оценка деятельности школы должна опираться на ВСОКа. А проект «Эффективная школа» дает возможность педагогам наших школ оценивать работу друг друга. Сегодня в республике выстроена оптимальная система оценочных процедур общего образования. Задача школ команды – адаптировать ВСОКа к республиканской модели. Это позволит обеспечивать единые подходы к оценке качества образования на основе международных критериев ПИРЛС и ПИС. На сегодняшний день участники команды уже провели ряд педагогических и управленческо-административных встреч в деловом и творческом формате под темой «Качество как условие, процесс и результат». На встречах проанализировали эффективность мер по повышению качества образовательных услуг, реализуемых как в прошедшем учебном году, и сформулировали задачи на предстоящий учебный год. Более того, в мае и в сентябре школы-участники номер 14 и 43 прошли без замечания Федеральный государственный надзор в сфере образования, Федеральный государственный контроль качества образования и лицензионный контроль. И это тоже результат нашей общей работы. Следующий шаг. Достаточно ли создать программу эффективного развития или нужны дополнительные условия для ее реализации? Перечисленные задачи эффективной школы одновременно определяют направление развития. Однако наша команда убеждена, без мотивации, без психологического настроя на успех, без внедрения в жизнь наших школьных коллективов характеристики эффективной школы, предложенной Альма-Харрис, создать такую школу не получится. И для того, чтобы справиться со всем этим, надо быть учителем, который постоянно совершенствует свое мастерство, непрерывно учится. И мы готовы решать возникающие проблемы, совместно развивать межшкольное сотрудничество, сетевое взаимодействие, перенимать педагогический опыт, делиться им. Мы готовы трудиться в одной команде. Командная работа позволит минимизировать время принятия управленческих решений и одновременно перейти от признаков эффективной школы к ее стратегии. Вы их также можете увидеть на слайде. Совместные усилия всех участников проекта позволят достичь желаемых результатов. А главное, результатом должно стать желание детей учиться, потому что они все по-своему талантливы.
Учителя верят в это, создают все условия для их успешности, а родители уважительно относятся к школе, которая дает шанс всем детям на счастливое будущее. Спасибо за внимание. Благодарим вас, Радик Хамитович. Действительно, школа лидер, она должна быть лидером во всех отношениях и должна вести за собой школ участников проекта. А мы с вами продолжаем наш разговор в рамках секции «Условия обеспечения качества образовательной среды и управления». Хочется отметить, что сегодня с нами совместно работают представители других регионов, и далее у нас пойдет цикл вот таких вот методических презентаций опыта других регионов. И мы подключаем Республику Татарстан, Гульнара Ханифовна Сагеева, проректор по учебно-методической работе Института развития образования Республики Татарстан, кандидат искусствоведения. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствует Республика Татарстан. Позвольте представить вам опыт Института развития образования в реализации госпрограммы развития образования по работе со школами с низкими результатами обучения. История участия Республики Татарстан в этом мероприятии начинается с 2017 года. В этом году приняло участие всего 15 школ, а с 2018 года количество увеличилось до 71, и эта цифра является неизменной. И в предстоящие 3 года мы также выиграли конкурсный отбор. Количество школ-участниц будет 71. И неизменным остается также участие в программе кадетских школ. Их всего в Республике Татарстан 15. Участие в этом мероприятии несет большой социальный смысл. И наша с вами цель, чтобы школы достигли единственного возможного результата – перешли в режим эффективного функционирования. Большинство мероприятий носит уже традиционный характер, и ежегодно мы проводим консультации с руководителями и с педагогами, тьюторское сопровождение школ, много семинаров, мастер-классов для различных категорий педработников. Здесь и учителя-предметники, и учителя начальных классов, конечно же, руководители. В этом году мы также усилили воспитательную составляющую, большую работу проводим с педагогами, психологами и с классными руководителями. Помимо этого, нам до конца года предстоит провести конкурсный отбор школ, продемонстрировавших высокие результаты обучения и получившие позитивный опыт перехода в режим эффективного функционирования по итогам участия в этом мероприятии. В этом году мы немного сместили акценты. Если до этого мы больше работали с учителями-предметниками, то с этого года большой фронт нашей работы занимают руководители образовательных организаций, и мы это сделали целенаправленно и попытались взаимодействовать с ними через различные формы работы, через тренинг, диагностику по развитию и совершенствованию компетенций руководителей, через курсы повышения квалификации, где итоговой аттестацией стала защита проекта программы развития образовательной организации. Поэтому, помимо этого, была проведена стратегическая сессия, и еще предстоит провести семинар «Особенности организации сетевого взаимодействия школ и способы их решения». Несколько подробно остановлюсь на тренинг диагностики по развитию и совершенствованию компетенций руководителей. Помимо того, что основная цель – это, конечно же, выявить их компетенции руководителей, наиболее успешные и западающие компетенции. Целью было еще и то, чтобы руководители получили позитивный опыт решения управленческих задач. И, конечно же, основной результат – это умение квалифицированно разрешать возникающие перед участниками управленческие проблемы и принимать взвешенные управленческие решения. В тренинг «Диагностика» оценивала следующие компетенции. Это умение планировать, ориентироваться на результат, умение работать в команде, взаимодействовать эффективно, лидерские качества. Также очень важно
было нам оценить умение управлять исполнением и мотивацией подчиненных. По итогам тренинг-диагностики каждый участник получал индивидуальный отчет. В отчете были представлены те компетенции, которые показал руководитель, и к этому отчету также предъявлялись несколько требований. Этот отчет должен быть строго конфиденциальным, и его не рекомендовалось использовать по истечении 2 лет, так как компетенции, мы с вами понимаем, что это достаточно быстро либо развивающиеся, либо быстро изменяющиеся, и в течение 2 лет они могут претерпеть значительные изменения. В структуре отчета, помимо различных диаграмм, гистограмм и графиков, присутствует несколько разделов. Во-первых, это отчет по оценке отдельных компетенций, рекомендации по карьерному продвижению, распределение по группам и рекомендации по личностному развитию. Вот на этом слайде вы видите один из образцов диаграммы и рекомендаций для руководителя. Мы видим с вами, что желтые кубики, они представляют собой отдельно взятую компетенцию, а цифра, которая на ней указана, указывает на уровень развития компетенции по результатам оценки. Что значит желтый цвет? Желтый цвет значит, что данный руководитель находится на уровне компетенции на уровне развития. И это мы с вами понимаем, что это требует для непосредственно руководителя проведения большой работы прежде всего над собой. И тренерами дается рекомендация для развития руководителя в определенных областях и рекомендации по подготовке по некоторым направлениям. Например, данному руководителю необходимо развивать свое стратегическое мышление, тайм-менеджмент, применение инструментов мотивации персонала и так далее. Следующая форма работы, которую мы применяли, это стратегическая сессия. Стратегическая сессия на сегодняшний день – это один из самых популярных видов работы, и не только с отдельно взятым руководителем, но и формата корпоративного обучения. И для нас было очень важно интегрировать стратегическую сессию в процесс обучения и не делать из этого какого-то значимого события. Мы хотели, чтобы руководитель понимал, что процесс стратегирования – это не процесс единоразовый, а стратегированием руководитель занимается фактически ежедневно и по любому возникающему вопросу. А когда стратегирование проходит вместе с коллективом, это, конечно же, имеет еще больший эффект. И последнее мероприятие, которое нас ожидает в этом году, это конкурсный отбор школ, которые продемонстрировали высокие результаты обучения и приобрели позитивный опыт перехода в режим эффективного функционирования. Для обеспечения максимальной объективности мы сегодня проводим мониторинг деятельности организации по нескольким направлениям. Это мониторинг результатов и динамика результатов федеральных оценочных процедур, участие в олимпиадном движении, активность взаимодействия со школами-партнерами, так как у каждой школы с низкими результатами заключен партнерский договор с более успешными школами. Также проводим мониторинг социально-педагогической ситуации. Помимо этого, по итогам курсов повышения квалификации руководителями были представлены программы повышения качества образования. Они также являются одним из, так скажем, критериев определения успешности школы. На самом деле, проводя не точечные мероприятия, а мероприятия в определенной логической последовательности для определенного контингента, мы имеем большое проблемное поле и смотрим на него с различных точек зрения, с различной высоты. И сами руководители и участники могут лучше понять свои дефициты и принять меры по их устранению. На экране вы видите, какие проблемы чаще всего мы выявляем при проведении тренинг-диагностики и стратегических сессий. И
Этот процесс, в общем-то, не заканчивается завершением мероприятий. Наша основная задача — настроить руководителя на то, чтобы он занимался самообразованием, развивался, и развивался не только сам, но и мотивировал к этому коллектив. Но не хочется завершать свое выступление на проблемной ноте, а хочется поздравить всех с наступающим Днем Учителя и пожелать всем профессиональных успехов. Спасибо за внимание. Мы благодарим Гульнару Ханифовну. Действительно, те проблемы, которые были обозначены коллегами из Республики Татарстан в деятельности руководителей образовательных организаций, они наверняка характерны для всей нашей страны в целом, для всей нашей системы образования. И очень интересен был опыт коллег в решении данных проблем. Благодарим. Конечно, необходимо начинать повышение качества в школах именно вот с работы с руководителями образовательных организаций. И немаловажную роль, конечно, в этом вопросе играет региональная политика в сфере образования. И мы приглашаем к участию в нашей конференции Ульяну Владимировну Максименко, старшего преподавателя Центра развития педагогического и психологического образования Института повышения квалификации Республики Адыгея, кандидата психологических наук. Она расскажет нам о том, как реализуется в Республике Адыгея региональная политика в части повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Добрый день, уважаемые коллеги. По итогам конкурсного отбора региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетом субъектам Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов Республика Адыгея является участником данного проекта в 2018 и 2019 году. Целью данного проекта является обеспечение доступного и качественного общего образования, учебной успешности каждого обучающегося республики, независимо от места его жительства, социального статуса и материального положения семей школьников. Через разработку и внедрение региональной стратегии поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты. К задачам проекта мы отнесли усовершенствование механизмов идентификации данной категории школ, внедрение механизмов управленческой, кадровой и методической поддержки, проведение мониторинга результативности школьных программ перехода в эффективный режим работы и распространение эффективных практик поддержки школ, нуждающихся в другие регионы. В ходе реализации мероприятий предполагается достижение следующих результатов. Это создание в региональной системе образования комплекса условий для повышения качества образования в школах данной категории. В качестве отсроченного результата реализации проекта ожидается сокращение разрыва между образовательными результатами школ региональной системы образования в целом. Основная идея проекта заключается в обеспечении функционирования практикоориентированной образовательной среды, способствующей как внутреннему развитию, так и взаимодействию всех уровней субъектов управления образования. Включает в себя 4 группы условий – нормативные, управленческие, кадровые и методические. Данная модель подразумевает под собой программу повышения качества образования в республике, модель учительского роста для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, муниципальные программы повышения качества и школьные программы перехода в эффективный режим работы, которые обеспечивают стабилизацию ситуации, повышение образовательных результатов, обеспечение долгосрочных стабильных эффектов постоянного улучшения качества образования в муниципальных образованиях и Республике Адыгея в целом.
Концептуальным основанием для проведения региональной политики, в частности поддержки школ, рассматриваемой категории, является наличие взаимосвязи между неблагополучным социально-экономическим статусом семей обучающихся и низкими результатами школы. К общим характеристикам школ-участников проекта можно отнести низкий уровень преподавания, устаревшие учебные технологии и формы оценивания учебных результатов, неумение отслеживать индивидуальную динамику развития ребенка, слабую связь с родителями, слабое развитие практики обмена опытом между педагогами, низкую мотивацию к профессиональному развитию, незнание способов повышения учебной мотивации, дефицит квалифицированных кадров, ограниченные возможности их ротации, низкие ожидания, отсутствие стратегии, слабое руководство. Директор не занимает лидерской позиции, не сфокусирован на результатах работы педагога, не готов предъявлять требования к своему персоналу. Слабую внутришкольную систему оценки качества, недостаточную материальную базу образовательных организаций и приоритет культуры низких ожиданий в отношении результатов деятельности школы. Также нами были выделены особенности школьной культуры, образовательных организаций, нуждающихся в поддержке. Это отток сильных педагогов и обучающихся, дефицит материально-технических и финансовых ресурсов. Школа становится неким местом социальной поддержки, а не социальным лифтом. Низкий уровень активности семей, территорий, местных сообществ, отсутствие работы с одаренными детьми, лимитированный выбор дополнительных услуг, курсов по выбору и неиспользование потенциала олимпиад, конкурсов и проектов. В 2018 году нам был определен ряд школ, как сельских 24 школы, так и городских 7 школ, стабильно демонстрирующих низкие образовательные результаты на всех ступенях обучения. В таких школах концентрируется преимущественно контингент детей из семей с низким социально-экономическим статусом, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, где русский язык не является родным. Кроме того, в Республике Адыгея очень остро стоит проблема с детьми из семей мигрантов и репатриантов. В последние годы наблюдается рост детей-переселенцев, не владеющих или плохо владеющих русским языком. В 2019 году количество участников проекта увеличилось на 23 образовательные организации, которые вошли в группу риска, демонстрирующих низкие образовательные результаты. За период реализации проекта в 2018-2019 году в Республике Адыгея разработаны модель учительского роста, программа повышения качества, проводятся мониторинги муниципальных программ повышения качества образования, школьных программ перехода в эффективный режим работы, определены специалисты муниципальных органов управления образованием, ответственные за реализацию мероприятий по повышению качества, и образовательные организации с высокими результатами обучения, которые курируют школы, нуждающиеся в поддержке. Заключены партнерские соглашения между школами и школами-кураторами. Всего 54 соглашения. Направления совместной работы в рамках соглашений представлены на слайде. Структура школьной программы. Очень интересная нами разработка, представлено ее содержание также на слайде презентации. Она включает в себя титульный лист, паспорт программы, основания разработки программы, в которые входит нормативно-правовая документация как федерального уровня, так и наша региональная. Аналитическая справка по текущей ситуации дает возможность школам проанализировать, посмотреть, какая ситуация у них сейчас на данный момент. Далее, следующий раздел – это приоритеты программы. Приоритеты программы выделяются с помощью диагностики педагогических дефицитов и строятся на основе 2-3 этих дефицитов. Цели и задачи также раскладываются из полученных дефицитов педагогической деятельности. Для того, чтобы цели и задачи достичь, выстраивается план мероприятий, в котором принимают участие школы с низкими результатами, школы-кураторы, муниципальные координаторы. И составляются детализированный план реализации по каждому из приоритетов. Мы рекомендуем нашим школам брать за основу 2, максимум 3 приоритета. То есть программа перехода в эффективный режим работы составляется сроком на 3 года, и чтобы были действительно значительные результаты, чтобы можно было их отследить, мониторировать, нет смысла распыляться на большое количество приоритетов.
Также в программе прописываются ожидаемые результаты реализации, и обязательно мы рекомендуем прописывать бюджет. Сначала у руководителей этот раздел вызывает ступор, но потом потихонечку мы говорим о том, что стимулирующие средства бюджета школьного могут быть включены сюда, и различные доходы, которые, в принципе, сейчас возможны в образовательных организациях. В ходе работы разработанными нами схемы мониторинга непосредственно муниципальных программ повышения качества, моделей, схемы мониторинга перехода в эффективный режим школ с низкими результатами. Они также все 3 схемы представлены на слайдах. Нами проведены обучающие мероприятия для руководителей, заместителей руководителей и педагогов школ. С этой целью разработаны и реализованы дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации. Это и повышение квалификации директоров и заместителей школ с низкими, системный подход в управлении школой по повышению качества, совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников. Для учителей русского языка, математики, общественных дисциплин мы взяли только эту 3 учебных предметов. Регулярно проводятся семинары для всех участников проекта по актуальным темам. На сегодняшний день осуществляется анализ образовательных результатов 2019 года по предметам ГИА. Проводятся мониторинги муниципальных программ повышения качества образования, школьных программ перехода в эффективный режим работы. В ноябре на межрегиональном семинаре будут подведены итоги работы 2019 года. Приглашаем вас принять участие, будем рады сотрудничеству. Мы благодарим Ульяну Владимировну Максименко и наших коллег из Республики Адыгея за представленный опыт. Конечно, у нас есть чему поучиться друг у друга, перенять какие-то интересные стратегии, какие-то интересные механизмы работы со школами с низкими результатами, со школами, функционирующими в благоприятных социальных условиях. И, конечно, очень важно здесь оказать таким школам методическую поддержку. Как это сделать на основе оценочных процедур, нам расскажет наш давний друг, наш давний партнер, участник наших предыдущих онлайн-конференций Ольга Вячеславовна Сазонтова, заведующий кафедрой управления образовательными системами Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области, Института развития образования, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, уважаемые коллеги, спасибо за предоставленную возможность представить опыт Липецкой области по методической поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. И при этом получить очень важную и необходимую информацию об опыте других регионов. В нашей Липецкой области методическая поддержка школ строится в достаточно сложных условиях в связи с тем, что в регионе отсутствуют методические структуры. И, соответственно, для построения методической поддержки мы использовали все ресурсы профессионального педагогических сообществ. Большую помощь оказывает в координации деятельности региональное учебно-методическое объединение, предоставление аналитической информации Центра мониторинга оценки и качества образования. Мы используем сеть региональных инновационных площадок региона, которые выступают в роли школы-тьюторов и формируют институт консультантов-экспертов при реализации конкурсных и различных мероприятий и при оценке методических материалов, которые разрабатываются в школах. На муниципальном уровне в каждом муниципалитете созданы муниципальные рабочие группы по управлению реализацией проектами и программами повышения качества образования, и они координируют деятельность муниципальных методических объединений, муниципальных методических структур, построенных на общественных началах. Это творческие группы педагогов, группы наставников, это профессиональные клубы педагогов. И в каждом муниципалитете лучшие образовательные организации выступают в качестве муниципальных базовых площадок по трансляции и аккумуляции и анализу лучшего педагогического опыта. Общественно-профессиональные сообщества, а это 13 предметных ассоциаций учителей,
участвуют в реализации данного мероприятия в качестве учителей и наставников, в качестве педагогов, которые транслируют свой лучший опыт. Для координации деятельности и информационного сопровождения реализации комплекса мероприятий на сайте Института развития образования, который получил статус ресурсного центра, создан информационный ресурс. Работу мы начинаем, конечно, с идентификации школ, которые входят в региональную проблему методической поддержки. Наряду с различными характеристиками, которые были рекомендованы Министерством просвещения, мы используем не только результаты государственной итоговой аттестации, но и характеристики и условия, созданных как в самих образовательных организациях, так и в социуме. При этом часть этих характеристик могут изменяться, и это потом учитывается при разработке программ перехода в эффективный режим работы. С другой стороны, изучение социального окружения школ дает возможность выстроить сетевое взаимодействие образовательных организаций и расширить их образовательное пространство. Работа с семьей стала осознаваться как одно из серьезнейших направлений, и здесь у нас уже накоплен некоторый опыт, и образовательные организации активно им обмениваются. В результате идентификации мы выделяем несколько кластеров школ. Это в первую очередь школы с низкими образовательными результатами для оказания им адресной методической поддержки. Школы с ограниченной образовательной средой, их развитие строится на основе сетевого взаимодействия. У нас есть опыт организации общения школ не только внутри региона, но и с образовательными организациями других регионов. Мы выделили школы, которые испытывают сложности при организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ. Школы, которые столкнулись с серьезнейшей проблемой обучения детей, для которых русский язык является неродным, и причем они очень разнообразны по национальному составу. И школы, которые испытывают кадровый дефицит и нуждаются в поддержке и профессиональном общении. Программа мероприятий 21 государственной программы развития образования Липецкой области включает в себя 6 подпрограмм. Это в первую очередь поддержка самих муниципальных образовательных систем, что дает возможность координировать работу муниципальных органов управления образованием и выстраивать системность работы по поддержке школ в данных муниципалитетах. Это поддержка школ, которые демонстрируют низкие образовательные результаты. Она строится на основе тьюторского сопровождения каждой школы, как со стороны специалистов органов управления образования, Института развития образования и административных команд успешных инновационных образовательных организаций региона. Мы большое внимание уделяем повышению профессиональной компетентности руководителей школ, где задача ставится разработка программ повышения качества образования в самих школах, формирование административно-педагогических команд по управлению различными образовательными проектами. Мы действительно серьезное внимание уделяем профессиональному развитию педагогов школ и строим эту работу на основе диагностических процедур, оценки профессиональных качеств и компетенций педагога, и в регионе выстроена система персонифицированного повышения квалификации педагогов. Особая подпрограмма работает с педагогами, которые преподают русский язык как неродной, и большое количество педагогов у нас стали участниками программы по поддержке и методическому сопровождению как педагогов, так и обучающихся в формате инклюзивного образования. Муниципальные образовательные системы получают методическую и консультативную поддержку по реализации муниципальных программ повышения качества образования, и в каждом муниципалитете формируются модели учительского роста, и в регионе создано несколько муниципальных, межмуниципальных и муниципальных межшкольных центров развития педагога. Основную задачу, которую решают эти центры, это обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагога и быструю и адресную методическую помощь.
В этом году у нас был проведен конкурс муниципальных программ повышения качества образования. В результате мы, с одной стороны, получили и интересные и достаточно эффективные механизмы, которые были транслированы в другие муниципалитеты. С другой стороны, мы увидели проблемы муниципалитета по реализации своих программ, и специалисты отделов образования получили быструю и достаточно эффективную квалифицированную помощь как со стороны органов управления образования и науки Липецкой области, так и со стороны своих коллег. Соответственно, методические события, которые проводятся в муниципалитете, они строятся с учетом всех тех диагностических региональных процедур, которые проводятся Центром мониторинга оценки качества образования. Мониторинг муниципальных образовательных систем строился нами по двум направлениям. В первую очередь изучались социальные условия реализации образовательной деятельности. И здесь мы увидели источник мощнейшего развития и расширения образовательного пространства и увеличения количества участников образовательной деятельности в школах, которые достаточно находятся в сложных социальных условиях. Данный мониторинг показал, что школы достаточно активно используют потенциал системы дополнительного образования, учреждений спорта. В регионе в каждом муниципалитете есть спортивные комплексы с ледовыми дворцами и бассейнами, но в то же время не используется в должной мере потенциал общественных и некоммерческих организаций, которые в рамках региональных программ получают финансирование на реализацию социально значимых проектов. И вот это одно из направлений участия обучающихся педагогов школ в деятельности этих объединений и организаций в ходе очень разнообразных и актуальных для молодого поколения социальных проектов. Остается проблемой социальный статус родителей во всех муниципалитетах. А это привело к тому, что у нас пошло одно из направлений реализации муниципальных и школьных программ – это отработка способов, механизмов вовлечения родителей в реализацию основных образовательных программ как участников образовательных отношений и по трансляции эффективного опыта. Изучение сложности контингента обучающихся нам удалось выстроить взаимодействие между муниципалитетами, школами, которые сталкиваются с одними и теми же проблемами. Это дети разных национальностей и сложности включения их в местную русскую региональную культуру. Это, соответственно, дети, которые демонстрируют асоциальное поведение, объединение усилий и трансляция более эффективного опыта. И, конечно же, этот мониторинг дал нам аналитическую информацию для решения проблем кадрового обеспечивания. В первую очередь специалистами, дефектологами, педагогами, психологами и логопедами. Выстраивание логистики и сетевого взаимодействия дает возможность участникам образовательных отношений получить квалифицированную помощь специалистов. Второе направление мониторинга изучает результативность реализации муниципальных программ. При этом анализ, как идет реализация программ, дает возможность вовремя провести консультации специалистов муниципальных органов управления образования, скорректировать работу муниципальных моделей учительского роста, протранслировать наиболее эффективный опыт на другие муниципалитеты, увидеть изюминки в реализации программ школами и, соответственно, на базе этих образовательных организаций провести семинары, практикумы, тренинги и сделать их успешный опыт достоянием других. В образовательных организациях проводится мониторинг результативности реализации программ перехода в эффективный режим работы и программ повышения качества образования. Здесь три направления мониторинга. Мониторинг качества преподавания дал нам возможность выявить профессиональные дефициты педагогов, определить основные направления профессионального развития педагога. И эти аналитические данные легли в основу разработки программ повышения квалификации и формирования содержания методических событий. С другой стороны, мониторинг качества управления дает аналитическую информацию и определяет содержание различных курсов повышения квалификации руководителей, представителей административных команд и в первую очередь дал нам возможность отработать некоторые механизмы формирования административно-педагогических команд по решению проблем повышения качества образования. Мониторинг качества школьной среды
дает аналитическую информацию и позволяет управлять, изменять содержание методических мероприятий и содержание повышения квалификации педагогов, связанные с тем, что мы оцениваем, насколько меняется качество урока, насколько комфортно обучающимся на уроке, насколько он вовлечен в активную познавательную деятельность, насколько меняется технологический инструментарий педагога в организации педагогической деятельности и насколько меняется представление о важности образования, его содержании с глазами как обучающихся, так и родителей. В результате мониторинга мы, в общем-то, получаем аналитическую информацию, строим работу по 3 направлениям. Это работа с профессиональными дефицитами педагогов в самых различных форматах методических мероприятий. Мы четко видим школы с неэффективными моделями управления. И именно эти школы получают адресную помощь со стороны института консультантов, экспертов и специалистов и административных команд региональных инновационных площадок. И мы выделяем школы с неблагоприятной образовательной средой, в которых с помощью и специалистов органов управления образования, и инновационных площадок региона, сильных руководителей школ, членов Ассоциации руководителей школ Липецкой области, мы строим и проектируем расширение образовательного пространства. Адресная помощь школам, которые демонстрируют низкие образовательные результаты обучающихся, строится на основе 2 мощных аналитических процедур. Образовательный аудит в этих школах был проведен административными командами региональных инновационных площадок, которые в данный момент выступают тьюторами этих школ, на основе методических материалов, которые разработаны специалистами Института развития образования. Данный аудит дал возможность педагогам и административным командам школ увидеть проблемы своей образовательной организации, увидеть возможности развития своей школы и доработать программы перехода в эффективный режим работы. Диагностика предметной методической компетентности педагогов этих школ в формате тестирования на едином ресурсе, который разработан в Институте развития образования, дал возможность выстроить адресную методическую помощь. Все эти материалы легли в основу разработки программ повышения квалификации. Руководители школ прошли повышение квалификации по специальной программе управления образовательной организацией в кризисной ситуации, при этом содержание данной программы и разработка моделей решения управленческих проблем были построены на основе данных, которые были получены в ходе образовательного аудита. Педагоги этих школ вошли в педагогические группы, наставниками которых выступают лучшие учителя региона и победители конкурсов профессиональных. Это активные участники учительских ассоциаций. Для того, чтобы руководители школ приобрели определенный управленческий навык и нашли новые подходы к решению своих проблем, нами организованы стажировки руководителей данных школ на базе успешных инновационных образовательных организаций. И программа стажировки предусмотрена на изучение опыта управления школы по 8 направлениям. Да, это дало возможность учиться друг у друга и действительно отрадно осознавать, что ряд школ из этого реестра у нас, в общем-то, будут исключены в связи с решением и проблем в качестве образования детей, с изменениями, которые произошли в этой школе. Второе направление – это профессиональное развитие руководителей образовательных организаций. В качестве аналитической информации проанализирован методический запрос руководителей и данные, которые мы получили от органов Рособорнадзора и лицензионного контроля. Соответственно, для руководителей этих школ были на основании этих аналитических данных разработаны содержание программ повышения квалификации, связанные с разработкой программ перехода школы в эффективный режим работы, и программа, связанная с управлением качеством образования. Для того, чтобы действительно руководители школ искали и могли найти наиболее адекватные механизмы решения
управленческих проблем мы организовываем мощную методическую поддержку, которые включают и стажировки внутри региона, и межрегиональные стажировки. Наши руководители были в Воронежской области, у нас запланированы общения с руководителями школ Тульской, Тамбовской, Рязанской областей. Одним из инструментов развития школ и именно управления качеством образования стал конкурс на лучшую модель внутришкольной системы оценки качества образования. С одной стороны, конкурс позволил выявить эффективные модели, работающие в школах, и этот опыт этих школ транслировать в регионе. С другой стороны, мы выявили школы, где эта проблема еще не решена, где внутренняя система оценки качества образования не является мощным аналитическим инструментом управления качеством. И эти школы в системе консалтинга и межшкольного общения с руководителями школ получают помощь методическую, и эти модели дорабатываются и внедряются в образовательных организациях. Профессиональное развитие педагогов школ строится на основании двух аналитических процедур. Это методического запроса в профессиональном развитии, который выявлен в ходе мониторинга, и результате тестирования педагогов школ по 11 общеобразовательным предметам. На основе аналитических данных педагоги адресно включаются в разнообразные методические сети, предметные ассоциации, творческие группы, которые создаются в регионе на муниципальном и региональном уровне для решения тех или иных методических проблем. В ответ на запрос педагогов специалистами Института развития образования разработаны методические рекомендации по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике, в которых обобщен опыт лучших математиков региона, по реализации образовательной деятельности на основе деятельностного методов обучения, приемам активизации познавательной деятельности обучающихся. Все педагоги, которые работают в школах участников программы, прошли повышение квалификации по 8 программам. При этом у педагога было право выбрать любую программу, и приблизительно порядка 24% педагогов участвовали в реализации не одной, а 2 и 3 программ повышения квалификации. Мы благодарим Ольгу Вячеславовну за представление действительно такой очень эффективной, интересной методической системы поддержки школ с низкими результатами обучения на основе оценочных процедур. Конечно, очень важно именно результаты оценочных процедур положить в основу своей системы методической поддержки педагогов и руководителей образовательных организаций. Мы видим, что практически каждый регион говорит о том, что да, конечно, начинать надо работу с руководителей, да, для того, чтобы затем уже можно было непосредственно переходить на уровень самой образовательной организации, на уровень педагогического коллектива образовательной организации. А мы сегодня приветствуем в нашей студии представителя Чеченской Республики, начальника отдела аттестации руководящих и педагогических работников Республиканского центра оценки качества образования Салтымурадова Хаважи Ислама Султановича, который нам расскажет о потенциале региональной системы учительского роста как средство методической поддержки школ с низкими результатами. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ислам Султанович, начальник отдела Центра оценки качества образования. Сегодня я буду выступать с темой региональная система учительского роста как средство методической поддержки школ с низкими результатами. Всем известно, что в образовании на сегодняшний день проводятся колоссальные изменения. Основной проект «Учитель будущего» предполагает проведение реформ в новой системе учительского роста. Новая горизонтальная система учительского роста предлагает проведение реформ практически во всех направлениях учительского роста. Это и в предметной части, в методической, психолого-педагогической и других компетенциях учителя. Осознавая это и одновременно получив удручающие результаты в период проведения в 2016 году всероссийского исследования компетенций учителя русского языка, литературы и математики, нами в режиме апробации сначала в одном из муниципалитетов республики, а потом и данный опыт мы распространили
на весь регион был запущен некий проект под названием «Региональная система учительского роста». С нашей стороны Центр оценки качества образования предложил для реализации данного проекта свою площадку, некую электронную платформу. Это информационно-техническое сопровождение осуществлялось через портал Монит-95. И также разрабатывались контрольно-измерительные материалы, которые мы формировали из открытых источников ФИПИ. И, наконец, не менее важная часть всей этой работы – это рекомендация по организации работы учителей по итогам всех этих работ. Ведь на самом деле работа подразумевает не только проведение каких-то диагностик, но очень важно в период между диагностиками, чтобы учителя работали, занимались самообразованием. Итак, основное внимание сегодняшнему моему выступлению я хочу отнести именно к рекомендациям организации работы учителей по итогам этих диагностических работ. С самого начала у нас работа с школами с низкими результатами строилась по 3 основным направлениям. Это же, конечно же, сам учитель и школьное методическое объединение. Ну и, конечно же, мы не могли обойти стороной саму администрацию образовательной организации. Итак, учитель после диагностической работы выбирает тему самообразования. О том, как он выбирает тему, я объясню в следующем слайде. Самостоятельно занимается повышением предметной и методической квалификации, участвует в семинарах, проводимых школьным методическим объединением. Школьное методическое объединение, в свою очередь, обсуждает результаты его диагностики, уточняет темы самообразования учителей и организует семинары в период между диагностиками. Администрация образовательной организации должна осуществлять поддержку, которая заключается в следующем. Осуществляет взаимодействие с Центром оценки качества образования, контролирует проведение семинаров и предоставляет отчетность по результатам работы. Итак, на чем же строится вся эта работа? Обратите внимание на карту предметной компетенции учителя. После диагностической работы, которая у нас проходит 3 раза в год учебном году, каждый учитель после такой диагностики получает некую карту предметной компетенции. Условно, каждый предмет разделен на составляющие его разделы. Если раскрыть предмет и обратиться к спецификации предмета, то можно увидеть, что предшкольный предмет, например, по русскому языку, он состоит из разделов, крупных разделов, каждый раздел, который составляет элементы содержания, или как мы их называем, темами. Вот на данной карте предметной компетенции учителя отражены те темы, с которыми учитель в рамках данной диагностики справился лучше всего или хуже всего. Красным цветом выделены именно те темы, по которым у учителя отразились какие-то предметные западения. Исходя из этого, нами для данных учителей были сформированы рекомендации в период между диагностиками, с которыми они уже отрабатывали. И вот русский язык, работа в проекте. Школьный координатор и руководитель школьного методического объединения определяют даты семинара, организует и проводит их, как мы уже ранее сказали. К примеру, русский язык, блок орфографии и также русский язык, блок пунктуации. Это 2 основных блока, по итогам которых учитель должен организовать выступления по западающим темам раздела. Каждым таким рекомендациям прикладывались приложения, в которых уже были отражены те темы, с которыми учитель должен был выступать на школьном методическом объединении. Ну, в данном случае и по пунктуации примерно такая же расстановка. И русский язык – алгоритм работы учителя, получивший незачет по блокам орфографии или пунктуация. В данном случае необходимо было учителю изучить темы, которые соответствуют западающим заданиям на диагностике, обратить особое внимание на исключение из правил, подготовить одну тему, то есть из этой карты он должен был взять те темы, по которым у него существует западение, то есть выделенные красным цветом, и подготовить одну из этих тем для выступления. И выполняет практическую часть. Каждый учитель, не прошедший диагностику. Время выполнения практического задания
примерно 40 минут. Каждый учитель выполняет свой вариант теста в двух различных вариантах. Это к данному документу, это приложение 3 и 4. Для учителя, получивший зачет, была организована другая работа. Данный учитель готовит уже выступление не по предмету, так как он этим предметом уже владеет и показал, что владеет на диагностике. Он готовит выступление по методическому блоку. На втором семинаре, где в рамках школьно-методического объединения должны присутствовать и все остальные учителя. Итак, вот приложение к данным рекомендациям. Здесь вынесены все те темы, по которым у учителей в школах с низкими результатами выявились проблемы. Это по русскому языку, это первый блок орфография и второй блок пунктуация. Темы для выступления на методических семинарах у нас отражены в приложении номер 2. Это для учителя, который должен выступать с методическим семинаром в рамках школьного методического объединения. Также такая же работа проводилась у нас по математике. Вот вынесены те рекомендации для подготовки к семинару в рамках школьного методического объединения. И учитель, получивший зачет, уже готовил методический семинар по следующим методическим темам. Обратите внимание, вот они представлены на слайде. Итак, математика, организация работы школьного координатора. Как мы уже ранее в первом слайде сказали, помимо учителя, задействованного в этой работе, естественно, принимает участие в этой работе и школьный координатор, который организует взаимопроверку самостоятельно работ учителей, организует подготовку проведения мини-экзамена на заседание школьного методического объединения, еженедельно контролирует, ставит свою подпись и дату подработки выполнения самостоятельной работы учителей, не сдавших диагностику. И в личном кабинете на том портале Monit95 через электронную форму уже размещает отчет по проведению организации этой работы. Вот форма, собственно, этого отчета. Здесь все очень просто. Нужно указать предмет, дату, учителей, которые проводили эти семинары и с какими темами. То есть все эти темы должны строго соответствовать тем темам, которые были отражены в карте предметной компетенции учителя. Итак, по каждому предмету. История, примерно такая же расстановка рекомендаций. Организация работы учителей, которые получили незачет по первым, вторым, третьим блокам, и организация работы для учителей, которые получили зачет, но уже методическая часть этого семинара. Ну и после такой вот работы нами достигнуты были следующие результаты. Здесь отражены только результаты по первым блокам. Обратите внимание, что после такой работы доля получивших незачет у нас по предметам в октябре месяце после проведенной работы по русскому языку наоборот повысилась, то есть процент не сдавших повысился. Это связано с тем, что вот к этим учителям добавились те учителя, новые учителя, которые первый раз сдавали эти предметы, диагностику по этим предметам. Естественно, такая картина нас не устраивала. В связи с этим работу было решено немножко переформатировать. И с этого момента мы начали формировать рекомендации с учетом для учителей, которые у нас остались в первых блоках предмета. Итак, немножко рекомендации изменились, и, собственно, подход к организации данной работы тоже немножко изменился. Было решено добавить в эту работу муниципального координатора и тьютора для группе учителей, которые остались в первых блоках. Итак, в данной схеме вы можете как раз видеть эту расстановку. Все те темы, вынесенные по каждому предмету, вынесены в рамках данной работы, мы разделили на 8 недель. То есть период между третьей диагностикой и четвертой диагностикой была организована работа на 8 недель, где на 4-й неделе было решено провести промежуточную диагностику, посмотреть, реально ли работает данная схема, данный алгоритм работы. Итак, учителя работают
с материалом, который состоит из теоретической части, справочной части и тестовой части. После каждой диагностики они вновь получают свои карты индивидуальных достижений, и исходя из тех тем, которые отражены в этих картах, они работают с материалом, который формируется нашими специалистами в Центре оценки качества образования. Этот материал состоит из теоретической части, справочной части и, собственно, тестовой части для практической работы. На 4-й неделе после такой работы они участвуют в промежуточной диагностике, результаты которой размещаются на портале. И продолжают работать на 5-й, 6-й, 7-й, 8-й неделе. После проведенной такой работы, по понедельнику каждой недели специалисты готовят по одному заданию КИМ ЕГЭ из первого раздела диагностики. Материал выкладывают на информационном портале. Как я уже сказал, материал состоит из 3 частей. Это тестовая часть, материал теоретического и методического характера. Организация работы учителя, получивший незачет по первому блоку, примерно выглядит вот таким вот образом. Муниципальные координаторы организуют работу тьютора, то есть, как я уже сказал, за группой учителей, у которых имеются проблемы предметного характера с первым блоком, за ними закреплен тьютор. Это тот учитель, высококвалифицированный учитель-предметник, который прошел уже все блоки предметов, ну и имеет опыт обучения. Определяет время и место проведения обучающих занятий, подготавливает печатные материалы для проведения занятий, отмечает отсутствующих, организует проведение промежуточной диагностики, взаимодействует с директорами ООО, чьи учителя приглашены на обучающиеся занятия, и взаимодействует с региональными координаторами. В качестве региональных координаторов выступали специалисты Центра оценки качества образования. И, собственно, заполняет форму отчета, дабы мы могли осуществлять общий контроль за проведением работы. Учителя, получившие незачет, речь идет о тех учителях, у которых как раз-таки в первом блоке имеются большие проблемы. Они еженедельно посещают обучающие занятия. На занятия отрабатывают решение каждого задания этого блока, выполняют взаимопроверку, используя ключи пояснений к решению заданий. Также используют подводящий и справочный материал, получают консультацию тьютора. Участвуют в промежуточной диагностике. Итак, по каждому предмету определены у нас сроки проведения семинарских занятий и те темы, с которыми этим учителям необходимо было работать в течение отведенных 8 недель. На 4-й неделе проводится диагностика промежуточная. В данном случае уже конкретно по русскому языку учителя, получившие незачет, работают, собственно, с этим алгоритмом, продолжение того алгоритма. И те учителя, которые уже смогли получить зачет по первым блокам, они, собственно, подобную же работу и проводят в отношении других блоков предметов, других разделов этих предметов. По математике такая же картина. Были отобраны 7 тем, с которыми эти учителя в течение этих 8 недель будут работать. На 4-й неделе они проводят промежуточную диагностику. Незачет по 2-м и 3-м блокам уже выделены отдельные темы этих блоков предметов. К примеру, по математике 2-й блок – это блок геометрия. Вынесены темы из этого блока. Это треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеции, многогранники, тела и поверхности вращения и так далее. Учителя математики, получившие незачет, по остальным блокам у нас работают, собственно, в таком же порядке. То есть геометрия, дальше следующий блок уравнения и неравенства. По предмету история также вынесены 7 тем по первому блоку, с которыми, собственно, тьютор и работал в течение этого отведенного времени. Вы можете на экране комментировать, я не буду, наблюдать темы по остальным блокам предметов, с которыми учителя работали в течение этого времени. География. Также вынесены 7 тем
проранжированы, с которым учителя также работали. Например, это географические модели. Это в первом блоке вот это все 7 тем, с которыми учителям пришлось работать в течение этого времени. Итак, после такой проведенной работы, коллеги, вы можете наблюдать, у нас следующая картина. По предметам, если в первой диагностике процент доли получивших незачет по русскому языку был спад, то есть 76%, по математике также 76%, история 79%, география 73%, то уже после третьей диагностики вот такого вот алгоритма, с которым мы немножко внесли некоторые изменения, уже явный подъем, то есть учителя уже более активно начали переходить в следующие разделы, осваивая уже первые блоки предметов. То есть явная положительная динамика. Примерно такую работу у нас и на сегодняшний день проводится и проводилась этими школами с низкими результатами. Она имеет некоторую положительную динамику, и в дальнейшем рекомендуется именно работать этим учителям в рамках региональной системы учительского роста именно с таким алгоритмом работы. Спасибо за внимание. У меня все. Мы благодарим Ислама Султановича из Республиканского центра оценки качества образования Чеченской Республики. Действительно, такая пошаговая технология была нам представлена, которую мы можем применить и на территории Республики Коми, и каждый руководитель образовательной организации подобную технологию может реализовать в своей школе со своим педагогическим коллективом. Мы приглашаем далее наших коллег из Костромского областного института развития образования. Наталья Александровна Шалимова с нами, кандидат педагогических наук. Она представит региональную модель методического сопровождения школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Уважаемые коллеги, здравствуйте! Вас приветствует Костромской областной институт развития образования. Мы благодарим организаторов семинара за возможность представить наш опыт в реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях государственной программы Российской Федерации развития образования в Костромской области. Мы работаем в проекте с 2017 года, и за эти 3 года прошли очень сложный путь, наверное, как многие регионы, от серьезного сопротивления первых участников и их негативной реакции, почему именно мы, до понимания, что участие в проекте действительно дает шанс на качественные изменения в образовательной организации. Стратегия развития региональной системы образования определена в государственной программе развития образования Костромской области. Ее цель представлена на слайде. И достижение цели планируется в том числе за счет снижения дифференциации в качестве образования между группами школ посредством реализации адресных программ, перевода в эффективный режим работы учреждений, демонстрирующих низкие образовательные результаты. Именно поэтому для нас так важно участие в проекте. Актуальность задачи определяется особенностями структуры общего образования Костромской области. Вы видите, из 295 общеобразовательных организаций 70% – это сельские школы. В числе сельских школ 33% – малочисленные школы. И по данным регионального мониторинга почти 40% учреждений работают в сложных социальных контекстах. Разработана региональная программа повышения качества образования в школах, участниках проекта. Программа носит адресный характер. На сегодняшний момент в нее включены 83 учреждения из 100% муниципальных образований. В рамках данной программы было важно разработать, апробировать и закрепить в системе образования Костромской области типовые модели перехода школ, показывающих низкие образовательные результаты, и работающих в сложных социальных условиях в эффективный режим работы.
Мы выбрали стратегию действий, направленную на повышение педагогического потенциала учреждений, создание школьных команд, которые работают над единой целью, и считаем это одним из главных факторов, влияющих на повышение качества образовательных результатов. И эта работа дает свои плоды. Костромским областным институтом развития образования разработана и реализуется региональная модель методического сопровождения педагогов Костромской области. Основная цель модели – поиск и использование нетрадиционных для региона способов методического сопровождения педагогических работников, дополнение сектора формального образования в процессе повышения квалификации и профессионального развития сетью неформального и информального образования. Основными принципами построения и реализации модели являются актуальность содержания способов и продуктов интеллектуальной и образовательной деятельности, индивидуализация образовательного маршрута и персонификация методического сопровождения, соавторство, создание образовательных событий и практик, развитие модели, процесса, участников, открытость и коммуникативность среды. Вы видите, что в модели реализуются три направления: методическая помощь педагогов, оценка качества образования и регионализация содержания образования. Главное – это методическая помощь учителям. Выделяются проблемные зоны педагогов и предметов в целом, осуществляется поиск точек роста, определяется алгоритм действия и осуществляется мониторинг результатов. В свою очередь, методическая помощь осуществляется посредством следующих трех моделей: методист учителю, учитель учителю и методист методисту. Модель методист учителю нацелена на обеспечение персонифицированного подхода, повышению квалификации учителя и его методическому сопровождению и представляет определенный алгоритм действий. На первом этапе методист работает над выявлением индивидуальных проблем конкретного учителя и поиском способов ее решения. На сайте регионального сетевого методического объединения создан колл-центр. Основная его задача – выявление проблемных зон учителя и определение точек роста. По результатам выявленных проблем с учителем заключается контракт на развитие, который реализуется при тьюторском сопровождении специалистов института через консультирование, курсовую подготовку, семинары, вебинары, посещение мастер-классов лучших учителей региона. Результат реализации контракта – измененная характеристика педагога, помощь в решении проблем учителя. Второй механизм направлен на выявление и проработку проблем предмета. Методистами института созданы комплексное электронное портфолио по всем образовательным предметам. Предметное электронное портфолио включает информацию о результатах государственной итоговой аттестации выпускников, региональных олимпиад, используемых УМК, обобщенную информацию о состоянии педагогических кадров, и анализ данных позволяет методистам выявлять проблемы по конкретному предмету, планировать направление и содержание своей деятельности. Основной принцип работы в рамках этой модели – точка роста. Дальнейшее повышение качества обучения на основе имеющихся достижений. Создается пакет моделей развития. Роль методиста – сопровождение развития этих моделей, и результатом становится качественное повышение деятельности работы педагогов. Исследование дифференциации образовательной ситуации по социальному контексту позволило сформулировать ведущие направления методической поддержки школ-участников проекта. Вы видите их на слайде. Это изучение способов индивидуализации учебного процесса и особенностей технологии работы с учащимися с различными характеристиками, планирование образовательного процесса с учетом дифференциации характеристик школьников, использование результатов оценочных процедур повышения качества образования и распространение современных методик выявления детей с разными образовательными возможностями и условиями социальной среды. Эти содержательные линии стали основой для разработок программ повышения квалификации. Изучение особенностей образовательной деятельности в школах было продолжено в
рамках программы мониторинговых исследований муниципальных практик формирования системы учительского роста и поддержки школьных педагогических команд. Дополнительное исследование позволило составить персонифицированные планы методической поддержки педагогов различных предметов, например, постоянно действующий семинар с учителями математики по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. Также были созданы проблемные группы по отдельным темам, в частности, механизм развития профессионального общения для руководителей образовательных организаций. Следующая модель «Учитель учителю». Она нацелена на вовлечение в процесс профессионального развития самих педагогов. С целью педагогического общения, обмена и присвоения инновационного опыта проводятся выездные многопрофильные педагогические школы. Это одна из востребованных форм методического сопровождения. Трехдневные интенсивы для профессионального и личностного роста учителей и руководителей образовательных организаций, которые проходят в неофициальной обстановке в живописном уголке нашей области на базе отдыха «Губернский двор», расположенном на берегу Волги. В ситуации, когда можно абстрагироваться от ежедневных проблем повседневной жизни, создаются реальные условия для эмоциональной перезагрузки и поиска новых прорывных идей и решений. Жизнь участников школы на 3 дня заполняется разнообразными событиями в формате мастер-классов, дискуссионных площадок. Командами учреждений представляются лучшие управленческие, образовательные практики, обсуждаются насущные проблемы. Такой формат работы в технологии погружения позволил интенсифицировать процесс поиска и привлечения активных педагогических команд, способных решать задачи совершенствования качества образования, продуктивного участия в инновационных процессах. Важнейшим направлением работы в рамках данной модели «Учитель учителю» является организация сетевого взаимодействия. У нас создано 9 сетевых объединений с учетом территориального расположения учреждений. В каждом определена базовая школа-лидер, показывающая высокие результаты обучения. Но и реализация принципа сетевого взаимодействия позволила сформировать единую образовательную среду, обеспечивающую инновационный характер деятельности в условиях перехода учреждений в эффективный режим работы путем использования ресурсного потенциала всех субъектов сетевого взаимодействия, моделировать, апробировать и внедрять в образовательный процесс школ новые управленческие образовательные практики с учетом специфики организации обучения детей, находящихся в различных социальных условиях, но и обеспечивать информационную и консультационную поддержку всех участников проекта. Каждая школа-лидер самостоятельно разрабатывала проекты взаимодействия с участниками сети, и для нас было важно не только инициировать мероприятия, но и развернуть процесс формирования внутренних потребностей и мотивов к активному взаимодействию. Конечно, это получилось не во всех группах. Были школы, которые ждали непосредственного нашего указания, но ряд школ-лидеров действительно выстроили очень продуктивную систему работы, активно инициировали различные образовательные события. Но мы благодарны всем нашим школам базовым, которые стали своеобразным методическим центром реализации проекта. Так, в 2018 году состоялось 16 очных сетевых мероприятий, в которых приняли участие порядка 700 руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций из всех муниципалитетов области. Особое внимание, конечно, мы уделяли продуктивным формам профессионального взаимодействия в муниципальной системе. Это предметные методические объединения, межпредметные проблемные секции, временные проблемные группы педагогов. И в этом году, когда мы работали с малочисленными школами, где подчас только один учитель-предметник, наиболее актуальной технологией оказалось создание межшкольных диалогических пар. Интерактивная форма совместной деятельности 2 педагогов, в рамках которой идет обмен мнениями, практическими наработками. Третья модель «Методист методисту» направлена на создание эффективно действующей муниципальной методической службы. И одно из направлений этой работы – реализация межмуниципальных проектов поддержки школ участников мероприятия. Как, наверное, во многих регионах, наши муниципальные районы имеют похожие территориальные, демографические и социально-экономические особенности,
испытывают острый дефицит ресурсов, поэтому было принято решение объединить условия муниципальных методических служб по выравниванию образовательных результатов. В частности, город Буй, Буйский муниципальный район разработали совместный проект. К реализации его были привлечены две образовательные организации, имеющие высокий уровень качества обучения и позитивный инновационный опыт. Это муниципальное общеобразовательное учреждение школа номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова, города Буя, и школа номер 1 имени Ивана Нечаева, поселка Чистые Бары Буйского муниципального района. Механизмом реализации проекта была выбрана практикоориентированная стажировка «Школа успешного учителя». Она содержала обязательные и вариативные компоненты. В обязательные были включены вопросы проектирования уроков в соответствии с требованиями стандартов, психолого-педагогического сопровождения отдельных категорий обучающихся и подготовка выпускников ГИА. В вариативном блоке для каждой целевой группы слушателей стажировки предлагалось свое содержание. Директора получали возможность отработать систему управления качеством образования в современной школе. Заместители директора, руководители школьных методических объединений знакомились с системой методического сопровождения учителей, но педагогам была предоставлена возможность освоения современных технологий для достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ГОС общего образования. При этом обеспечивался индивидуальный характер стажировки, содержание подбиралось с учетом диагностики профессиональных дефицитов педагогов. Основным результатом стажировки стал индивидуальный образовательный проект, разрабатываемый стажером на основе транслируемого опыта и его адаптация к условиям своего учреждения. Что нам дает изменение традиционной модели методической работы? Главное – это использование новых механизмов, которые позволяют обеспечить эффективное сопровождение каждого учителя, нуждающегося в методической помощи. И, конечно, это работает на повышение качества образования в регионе. Подводя итог, мы отмечаем, что в ходе реализации региональной программы была осуществлена систематизация мониторинговых процедур и объективной идентификации школ и педагогов, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Начался процесс объединения и интеграции проектов, разработанных школами, с обеспечивающими их ресурсами регионального, муниципального и институционального уровня в единый комплекс, получила развитие региональная модель методического сопровождения, с которой я вас познакомила, процесс привлечения дополнительных специалистов и рост компетенций учителей проблемных школ, стал более интенсивный процесс обмена опытом и диссеминация позитивных результатов на семинарах и конференциях. За время реализации программы активизировалось профессиональное взаимодействие, созданы условия для эффективного межшкольного партнерства учреждений с разным уровнем качества результатов обучения. Вы видите, что произошло снижение доли педагогов, которые затрудняются в работе с различными категориями обучающихся. Ну и, конечно, отмечена позитивная динамика результатов государственной итоговой аттестации, прежде всего по русскому языку и профильной математике в 2017 и 2018 годах. Коллеги, есть результат, и прежде всего качественный. Это изменение в сознании педагогов, ломка стереотипов, понимание необходимости поиска новых подходов к организации образовательного процесса. И для нас на сегодняшний день это самый важный итог работы. Спасибо за внимание, и мы всегда открыты к сотрудничеству. Всего доброго. Уважаемые коллеги, благодарим Наталью Александровну Шалимову, Костромской областной институт развития образования. Далее нашу программу мы продолжим онлайн-подключением. Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева с нами на связи, профессор кафедры технологии профессионального обучения Московского педагогического государственного университета. Очень важные аспекты, связанные с цифровизацией образования, с ролью педагога,
профессиональной педагогической поддержки современного учителя в условиях цифрового обучения. Марина Ефимовна, добрый день. Мы вас подключаем. Марина Ефимовна. Добрый день, коллеги. Рады вас видеть, рады вас слышать. Презентацию, если вы со своего компьютера запустите, то будет хорошо. Да. Лучше сделать. Включаем. Что-то сейчас, одну минутку. Марина Ефимовна у нас принимает участие в очень интересном мероприятии, которое проходит в эти дни в Москве. Это международная конференция EdCrunch, посвященная новым тенденциям в сфере образования, в том числе цифрового образования. И буквально сегодня Марина Ефимовна принимала участие в ней в качестве спикера. Марина Ефимовна, мы готовы с вами пообщаться. Добрый день, уважаемые коллеги. Видно презентацию, видно слайд? Пока презентацию не видим. Я включила. Вот начать демонстрацию. Вот так. Все хорошо, презентация запустилась. Да, мы готовы. Все, отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, большое спасибо за приглашение на такую интересную конференцию. Я действительно сегодня была на международной конференции EdCrunch, рассказывала там в том числе и о вашей конференции. То есть мы можем сегодня говорить, что мы как пазлы собираемся все вместе для обсуждения вопросов, связанных с современным образованием. Так, это какой-то фон, может быть, вам звук нет? Или нормально? Когда я готовилась к сегодняшней встрече, я задумываюсь над тем, каким образом происходит вот эта вот диффузия инноваций, что происходит с инновационными процессами, которые мы пытаемся реализовать. Мне в руки, как обычно, в иммерсивном обучении попала презентация, попала исследование. И в этом исследовании есть очевидные факты, о которых мы говорим всегда. Я сейчас попрошу одну секундочку, попробую включить наушники, чтобы не было у нас фона. Вот если так, лучше получается. И обратите внимание, пожалуйста, на этот слайд. Мы здесь видим, что тех, кто создает инновации, их очень малое количество. Но мне думается, что если в классе или в группе или в вузе будет слишком много инноваторов, то сами процессы, они нас закружат в неизвестные процессы. Поэтому эта цифра хорошая. А те, кто быстро схватывают инновации, являются последователями их 13%. Видите, они называются так красиво трансеттеры. И вот от них зависит, каким образом инновация приходит в массы. Чем быстрее они воспринимают инновацию, тем быстрее она приходит к нам, к простым пользователям. И я хочу обратить ваше внимание на следующие важные факторы. Для того, чтобы мы говорили на языке, чтобы мы понимали, что те процессы, которые сегодня происходят, мы четко должны осознавать, что мы должны владеть цифровой грамотностью. Исследование, проведенное в НАФИ в этом году, построено на данных ЮНЕСКО, где к цифровой грамотности относятся вот эти 5 параметров: информационная, компьютерная, медиаграмотность, коммуникативная и отношение к инновациям. Отсюда и возникает вопрос, а в чем мы должны поддерживать друг друга, в чем мы должны поддерживать преподавателей? Ну и я выписала некоторые компоненты цифровой грамотности, потому что когда ты на них смотришь, то ты понимаешь, в какой профессиональной поддержке нуждается учитель, понимаешь, какие курсы надо выстраивать, какие встречи нужно организовывать. И вот это все дает нам уверенность в том, на правильном ли мы пути или нет. Проведенное недавно НАФИ
Проведенное совсем недавно в НАФИ исследование показало, что индекс цифровой грамотности учителей школ приближается к цифре 87. Это очень важно и это очень существенно, потому что из 100 показателей по всем параметрам мы с вами видите уже как далеко. И ниже всего уровень отношения к технологическим инновациям. И я понимаю, что когда мы говорим об инновациях, мы как профессионалы к ним относимся очень настороженно. Потому что очень важно понимать, а насколько эта инновация, которую мы будем использовать, она будет эффективной. Поэтому важно отнестись с пониманием цифровой грамотности каждого, кто работает рядом с нами. Но вот этот цифровой мир, эта цифровизация, которая есть, она внесла смуту в наши ряды, потому что мы, как учителя, должны владеть новыми видами профессиональной деятельности. То есть мы стали делать то, что мы не делали никогда раньше. Мы стали разрабатывать содержание, мы стали разрабатывать курсы, мы стали сопровождать учебные процессы, мы в конце концов стали разрабатывать технологии. А это новые виды профессиональной деятельности. В классическом вузе на самом деле этому и не учили. И поэтому наша работа как преподавателей, как учителей осложняется или принятием, или непринятием таких видов работы. И здесь на помощь приходит электронная среда. И мы с вами понимаем, что для того, чтобы образовательная организация реализовывала обучение с использованием дистанционных технологий, она должна иметь электронную информационно-образовательную среду. И вот эта электронная информационная образовательная среда, она задана законом об образовании. Она может быть шире, глубже, больше, может иметь другой вид. Это картинка цифровой среды нашего университета. Но содержательно это примерно одинаковые компоненты в каждой организации. А вот дальше каждый из нас, каждый из учителей создает свою цифровую образовательную среду. Среду, которая создается для целей обучения. Например, если я занимаюсь иностранным языком, у меня здесь будет ресурсов больше связанных с аудиоресурсами, с аудиоинструментами. Если я занимаюсь рисованием, значит, у меня другой инструментарий. Если я занимаюсь филологией, значит, у меня будут инструменты для работы с текстом. И поэтому каждый может создать свою цифровую образовательную среду. Она вполне вероятно может быть в регионе и одинаковой для предметных областей различных. Но уникальность ее именно в тех людях, которые создают. В соответствии с этим мы с вами должны понять, а чем отличаются вот эти категории? Традиционное, дистанционное, электронное, цифровое обучение. И здесь, наверное, очевидны для нас различия. Но о традиционном обучении мы не говорим. Если мы говорим о дистанционном обучении, мы понимаем, что это обучение на расстоянии. Если мы говорим об электронном обучении, мы с вами понимаем, что это использование баз данных и другого инструментария. Ноутбук, проектор, там, планшет. Когда мы говорим с вами о цифровом обучении, мы понимаем, что это кодировка той информации, которую мы стремимся передать. Потому что электронное и дистанционное обучение базируется на передаче аналогового сигнала, который может быть прерывистым, потерь. А вот цифровое обучение базируется на кодировке сигналов, на построении совсем других способов передачи информации. И нам это необходимо знать. Но от этого учитель становится только вот таким. Он должен уметь все. Потому что в его аудитории есть дети, которые любят читать книги, и дети, которые с увлечением работают на компьютере, и совсем удаленные дети, и возрастные слушатели. И поэтому вот эти цифровые инструменты дают нам абсолютно новые возможности. Согласно закону об образовании, наша школа должна предоставить возможность обучения независимо от той точки мира, в которой находится обучающийся. И возможность это может быть только в том случае, если в образовательной организации есть цифровая образовательная среда. Цифровая образовательная среда позволяет нам
иначе выстраивать обучение. Можем его называть, или его называют так, персонализированным, пришедшим к каждому. Чем оно от других отличается? Ну, во-первых, это среда, которая является самодостаточной. Все, что мне для обучения нужно, я как ученик здесь найду. Во-вторых, это очень гибкая среда для обучения, потому что если у одного дефициты в одной предметной области, то у другого могут быть дефициты в другой предметной области. И материалы для ликвидации этих дефицитов мы тоже можем найти в этой среде. Наконец, персонализированная среда подчеркивает, что оценка должна обучающей быть. Мы должны разработать совсем другую технологию оценки. Мы не можем, используя цифровую среду, поставить цифру. Мы должны в обязательном порядке в цифровой образовательной среде аргументировать и комментировать каждый балл. Ну и одним из существенных инструментов для цифрового обучения является, конечно, инструментарий. Это такой важный, существенный момент. Но у нас есть очень много помощников, они разные, они вообще, их невозможно разместить на одном слайде. Я только скажу совсем о некоторых. Ну, например, Московская электронная школа, которая сейчас набирает обороты и становится российской электронной школой. Почему я о ней говорю? Много есть разных суждений об этой школе, об этом ресурсе, и в том числе в Москве, и от московских учителей. Но если студент, завершая обучение в педагогическом вузе 20 лет назад, имел методику организации обучения в любой предметной области, то на сегодняшний день мы таких с вами инструментов не имеем, потому что обилие цифрового инструментария таково, что, наверное, невозможно описать их все в методике. А вот в Московской электронной школе мы с вами можем найти и конспект урока для учителя, и то, что учитель может разместить на доске, и то, что может быть у ученика в тетради. Мы можем выйти с вами на национальную платформу открытого образования, здесь найти массовые открытые онлайн-курсы, которые позволят обучаться любому в любом режиме, независимо от того, какой уровень образования. Если мы хотим создавать курсы, мы можем использовать как Moodle, так, например, программу iSpring и много других. Если мы хотим, чтобы наши программы, наши дети участвовали в олимпиадах дистанционно, наверняка мы обратимся к компании Snake. И это совсем другие возможности. И совершенно очевидно, что невозможно что-то рекомендовать, если мы с вами не попробовали. Вы знаете, что набирают новую силу национальный проект образования. И одним из важных направлений, на мой взгляд, является направление стажировки учителей. Это очень здорово, когда один учитель может прийти к другому и из рук в руки получить вот этот несравненный опыт. Ну вот эта конференция «Ткань», на которой я сегодня была, она сейчас продолжается, и я не премину пригласить вас на нашу дистанционную конференцию «Виртуальная реальность современного образования», которая собирает до нескольких тысяч учителей, где каждый может найти интересное и полезное для себя. Сегодня набирает обороты дистанционное наставничество. Ни для кого не секрет, что мы не всегда можем в своей аудитории, в своей школе, в своем вузе спросить совета. Порой нет специалистов, которые бы могли помочь нам в новых технологиях для применения их в каких-то предметных областях. И в этой ситуации помогут нам специалисты из дистанционного формата, дистанционные наставники. Вот я некоторых вам покажу, вы можете найти их у меня на странице Фейсбука, и, в общем-то, это открытые специалисты, которые всегда, в любой момент вам расскажут. Например, если вы разрабатываете видеоконтент, советую пойти к Саше. Если вас интересует, как работает школа, что можно сделать, Татьяна. Уникальный специалист Наталья Кубра, которая работает в формате обработки информации, работы с текстами из цифровой библиотеки. Ну или, например, как поддержать учителя в этом новом мире. Если вас интересует конкурсное движение, вы хотите сами разрабатывать дистанционные конкурсы, вы можете обратиться к Юлии Нацкевич. Цифровая безопасность, Леша Лебеденко. Это не значит, что в регионе нет своих специалистов. Это значит, что мы
образование делаем глобальным. Это значит, что мы можем искать сподвижников, мы можем обсуждать проблемы, которые нас интересуют, мы можем друг друга поддерживать и обогащать. Это очень важная направленность современного образования. Вот вам инженерное мышление, математика, технологии школьные, мотивация в дистанционном обучении. Это все то, что может нам в этом новом мире помочь. Например, технопарк. Вы, наверное, вы многих знаете из тех, кого я называю и кого здесь на экране демонстрирую. Но думаю, что для нас это очень важно. Это такая развитая цепочка специалистов, которые в любую минуту готовы помочь, открыться, поддержать и продвигать в том числе и ваши продукты. Ну, я не могу не сказать о своей магистратуре, в которой учатся такие замечательные специалисты со всех уголков России. Отовсюду, в том числе, есть и из Ижевска, из Кемерово, из Вологды, из Ленинграда, из Иваново. Поэтому мы друг другу очень полезны бываем, помогаем, и это важно. Кроме этого, я вас приглашаю еще на один формат поддержки. Это открытые курсы, которые проводятся бесплатно для всех учителей, преподавателей вузов СПО России. И такую информацию можно найти на Фейсбуке, потом можно получить сертификат. Все курсы проверены, сертифицированы в университете, и можно выбрать каждому по душе. И это тоже вариант поддержки, потому что ехать куда-то сегодня не всегда предоставляется возможным. Очень интересный набор курсов ведет Светлана Прудникова. Сторителлинг, технологии привлечения. На прошлой неделе курс открылся. Если кому-то интересно, вы тоже можете зарегистрироваться. Ну и, наконец, для того, чтобы все реализовать наши планы, должен, конечно, вуз стать цифровым. Я предполагаю, что в вашем республиканском институте это получается, потому что мы все время работаем в технологии вовлечения, друг другу помогая и друг друга поддерживая. А вот так вот с малого начинается большое. И каждый, ощущая поддержку, может сделать в этом мире многое. Поддержать мы можем друг друга везде. И в обучении, и в преподавании. И, на мой взгляд, это очень важно, это очень существенно, потому что так много нового в этом мире, что мы за ним, наверное, не успеваем. И завершая такое свое быстрое выступление, хочу словами Кастанада: «Жизнь – маленькая прогулка, которую мы предпринимаем сейчас». Я желаю вам, чтобы эта прогулка для каждого из вас была красивой, удобной, счастливой. И чтобы те дети, которые находятся рядом с вами, студенты, получали от этого удовольствие, понимали, зачем они все это делают, гордились своей школой, своими учителями. И чтобы мы понимали, что мы открываем им будущее. Я желаю удачи, желаю процветания и успехов, в том числе и в завтрашнем марафоне. Марина Ефимовна, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей конференции. Вы делаете это уже не первый год, и действительно вот та поддержка методическая, которую вы оказываете нашему республиканскому педагогическому сообществу, это очень важно для нас. И мне кажется, что вам это очень интересно, да, работать с учителями в различных регионах. Я сама тоже проходила обучение на одном из ваших онлайн-курсов. Очень интересный был курс, и я знаю, что по итогам нашего первого потока вы с Натальей Александровной этот курс усовершенствовали, добавили какие-то новые материалы. И, конечно, да, мы учимся друг у друга. В этом наша с вами миссия. Да, учитель живет до тех пор, пока он учится. Благодарим вас. Спасибо вам большое. Удачи. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашей секции «Условия обеспечения качества образовательной среды и управления» межрегионального семинара «Модели и механизмы финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в благоприятных социальных условиях». И вот такой обзор региональных практик завершает выступление Марины Байдуллаховны Тарсахановой, начальника отдела профессиональной коммуникации электронного обучения Центра непрерывного развития Кабардино-Балкарской республики, почетного работника общего образования Российской Федерации. После этого выступления у нас будет небольшой 5-минутный перерыв, и затем мы перейдем к обзору региональных практик.
Здравствуйте. Центр непрерывного развития Кабардино-Балкарской республики и я, Топасханова Марина Байдуллаховна, начальник отдела профессиональных коммуникаций и электронного обучения. Приветствуем вас. Мы рады поделиться нашим опытом. Благодарим за возможность такую. На сегодняшний день одной из важнейших задач государственной политики в сфере образования является организация всестороннего партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. Сетевое взаимодействие, и мы это понимаем хорошо, сложный механизм, благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в урочный или в неурочный процесс. Для системы образования Кабардино-Балкарской республики потребность в сетевом взаимодействии определяется возможностями, которые предоставляет эта форма организации образовательной деятельности. Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не под силу отдельной образовательной организации, и генерирует новые формы работы, форматы взаимодействия, сетевые проекты, программы, условия обмена образовательными результатами, средства для личностного и профессионального роста педагогов. Таким образом, создается потенциал, который приводит к развитию системы образования и, безусловно, к повышению качества образовательной деятельности. В перечень мероприятий региональной программы развития в рамках решения задачи развития сети образовательных учреждений, современных форм и технологий реализации образовательных программ общего образования, обеспечивающих высокое качество и доступность, на сегодняшний день внесены все необходимые изменения и дополнения. Обобщая опыт работы республики, можно сказать следующее. Сетевое партнерство в системе образования развивается в двух плоскостях. В одной из них идет непосредственное взаимодействие между участниками системы образования и социальными партнерами. Заключаются договоры о сотрудничестве, создаются сетевые пары, например, сильная и слабая школа и так далее. В другой плоскости создана и развивается виртуальная площадка для представителей всех предметных областей, методических объединений, регионального методического объединения, республиканских инновационных площадок, различных проектных задач и так далее на образовательном портале республики ЕДУ-07. Отдельное внимание следует уделить процессам, формирующим развитие сетевого педагогического пространства, которые инициируются различными проектами и мероприятиями. Государственной программы развития образования, национального проекта образования. В качестве примера можно привести проект формирования сетевого партнерства участников образовательного процесса, обеспечивающего повышение уровня качества образования школ с низкими результатами обучения в образовательных учреждениях, работающих в сложном социальном контексте. В данном проекте сформирована модель, которая уже третий год работает, наполняется, развивается. Применяются различные технологии и формы создания сетевого взаимодействия, горизонтальное взаимодействие образовательных учреждений по распространению опыта эффективного распределения функционала, а также совместному использованию ресурсов, вертикальная интеграция. Как способ совместной деятельности создана сеть, возникновение которой вызвано определенной проблемой, в решении которой заинтересованы все субъекты. При этом они сохраняют свою независимость, и в данном проекте сетевое взаимодействие рассматривается как процесс диалога между сетевыми модулями, процесс отражения в модулях опыта друг друга с учетом того, что сеть – система. И если мы видим изменения в одном модуле, то они обязательно скажутся и в другом модуле. Деятельность данного сетевого партнерства базируется, как я уже сказала, на общей проблематике. Используется коллективная компетентность образовательной команды, которая повышает квалификацию также вместе и решает проблемы, задачи и так далее. Данный проект работает с учетом ряда принципов результативности, проектности, синергичности, принципа системности, комплексности, кооперации и инновационности. Отдельное слово хочется сказать о республиканских инновационных площадках,
которые активно вливают свой инновационный опыт в сетевое пространство, сформированное в республике. На данном этапе мы говорим об участниках первого уровня, то есть тех, кто постоянно взаимодействует. Это Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики, центр, который я представляю, Центр непрерывного развития дополнительного профессионального образования, Центр мониторинга и статистики образования, учреждения дополнительного образования, так называемые успешные школы, инновационные площадки республики, образовательные учреждения с низкими образовательными результатами или которые работают в сложном социальном контексте. Участники второго уровня, так сказать, взаимодействующие по необходимости, это различные социальные партнеры, учреждения культуры, здравоохранения, спорта, органы опеки и попечительства, структурные подразделения Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, учреждения высшего образования, психолого-медико-педагогическая комиссия. И вот это сетевое партнерство различными способами и комбинациями образует кластеры по необходимости и задачам конкретных ситуаций. Формы взаимодействия, стажировки, как для педагогов, так и для учеников, обмен опытом, факультативы, практикумы, создание веб-контента, трансляция успешных уроков, тренингов, мастер-классы, создание дистанционных модулей в образовательной среде, вебинары, безусловно, конференции. Еще один импульс для развития сетевого взаимодействия – участие республики в мероприятии модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. На сегодняшний день разработаны методические рекомендации по созданию и поддержке работы сетевых профессиональных сообществ. Они предназначены для муниципальных методических служб, школьных методических объединений. Разработаны положения и регламент сетевого педагогического взаимодействия. Разработана программа поддержки сетевых сообществ. И в марте этого года в республике проходил завершающий этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Пока участники выполняли задания, для преподавателей были организованы курсовые мероприятия по применению межпредметных технологий на уроках ОБЖ. Они были насыщены практическими часами, стажировкой на площадках участников сетевого партнерства, Министерства ЧС, Детской академии творчества «Солнечный город», Кабардино-Балкарском государственном университете, в Центре дополнительного профессионального обучения и подготовки Кабардино-Балкарской пожарно-спасательной службы. Они были различны по географическому расположению. Это город, сельские поселения, высокогорная зона при Эльбрусе. Были задействованы спасательные отряды Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. И вот этот алгоритм продемонстрировал свою актуальность и состоятельность и особый статус социального партнерства. Это взаимодействие отразилось на качестве курсов, и слушатели в выходных анкетах отметили эффективность. Опыт в данное время мы активно задействуем, опыт сетевого партнерства в курсах повышения квалификации и различных мероприятиях в республике. Спасибо большое за внимание. Мы благодарим Марину Байдуллаховну Тапсаханову из Кабардино-Балкарской республики. И на этом мы завершаем первую нашу секцию «Условия обеспечения качества образовательной среды и управления». Мы видим, что действительно в каждом регионе сложилась своя уникальная система методической поддержки, сформированы свои условия обеспечения качества образовательной среды и управления. Но есть, конечно, и какие-то общие тенденции, которые в том числе наблюдаются и в нашей республике. Уважаемые коллеги, мы объявляем 5-минутный технологический перерыв.
методической поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках нашей всероссийской онлайн-конференции. И у нас начинает работу секция 2 «Применение новых форм и технологий организации методической работы», в которой будут представлены региональные практики школ-участников проекта «Эффективная школа». Мы предоставляем слово Николаю Васильевичу Гуськову, директору средней общеобразовательной школы номер 5 города Усинска, который нам расскажет о том, как в его образовательной организации устраивается мотивация педагогического коллектива к переходу в эффективный режим функционирования. Пожалуйста, Николай Васильевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Создание условий для повышения качества образования как приоритетного направления в работе школы. Мое сегодняшнее выступление при переходе школы из неэффективного режима функционирования в эффективный. Как сказал Генри Форд, собраться вместе есть начало, держаться вместе есть прогресс, работать вместе есть успех. Важной задачей современной школы является достижение качества образования учащихся, удовлетворение социальных запросов всех участников образовательных отношений, усиление воспитательного потенциала, психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, более тесно взаимодействовать с семьей. Включившись в проект «Эффективная школа», коллективом школы была разработана и принята программа повышения качества образования. Заключено партнерское соглашение со школой-лидером о сотрудничестве в рамках проекта по реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Республики Коми. Актуальность разработки данной программы обусловлена необходимостью дальнейшего перспективного развития школы в соответствии с поставленными задачами общественным заказом на новое качество образования. Наша школа основана в 1986 году. В 2006 году в школе были открыты кадетские классы. В 2007 году школа становится победителем всероссийского конкурса среди общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы. В 2008 год реализуется проект «Сквер памяти». В 2011 году школа получила звание «Лучшая городская школа Республики Коми». В 2017 году в школе произошли существенные изменения. К нашей школе была присоединена соседняя школа в рамках проекта оптимизации, где коллектив школы увеличился вдвое. Было 45 педагогов, стало 76 педагогических работников. Также увеличилось вдвое и количество учащихся, было 850 человек. На сегодняшний день контингент учащихся школы составляет более 1004 учащихся. Также произошло увеличение коллектива практически вдвое, и школа начала жить по-новому. 2 корпуса, в которых осуществляется уровневый подход. Начальная школа располагается в отдельном здании, и средняя и старшая школа. Естественно, такая реорганизация требует очень серьезной перестройки во всех областях управления школой. На сегодняшний момент школа укомплектована на 100% педагогическими кадрами. Высшую квалификационную категорию имеет 38% педагогических работников нашей школы. Это 29 учителей. Первую квалификационную категорию имеет 24 человека, что составляет 31%. Остальные педагогические работники аттестованы на соответствие занимаемой должности. Коллектив школы в полной мере обеспечивает право каждого ребенка на доступность качественного образования при соблюдении равных стартовых возможностей для обучения на всех уровнях обучения, о чем свидетельствует прием в школу всех желающих при наличии свободных мест.
Администрация школы осуществляется мониторинг результативности образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Анализ результатов образовательной деятельности за 3 года свидетельствует в целом о стабильных результатах уровня обученности и незначительном снижении уровня качества знаний учащихся. Произошло увеличение среднего балла на едином государственном экзамене по русскому языку, литературе, английскому языку, математике профильный уровень, географии, химии. В 2018 году свыше 80 баллов набрали учащиеся по ЕГЭ по русскому языку, биологии. В 2019 году спектр предметов значительно расширился. Стали такие предметы, как русский язык, химия, история, английский язык. Результаты основного государственного экзамена за 3 года улучшились по английскому языку, математике, географии, физике. Ежегодно школу заканчивают учащиеся с аттестатом с отличием, золотыми и серебряными медалями. Но, к сожалению, ежегодно есть и учащиеся, условно переведенные в следующий класс. На государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования ряд учащихся получают неудовлетворительный результат, которые проходят итоговую аттестацию в дополнительные сентябрьские сроки. Отмечается снижение среднего балла по истории. Результаты по таким предметам, как математика, базовый уровень, физика, информатика, обществознание, биология, нестабильны. На наш взгляд, все выявленные проблемы, возникшие из-за низкой мотивации учащихся. Поэтому коллектив школы ставит перед собой следующую цель – поднять мотивацию, тем самым создать условия для повышения качества образования и перевода школы в эффективный режим функционирования. Для решения поставленной цели должны быть решены следующие задачи. Создать в первую очередь материально-технические условия для повышения качества образования. В школе все кабинеты подключены к сети интернет. Создается локальная сеть. Работают курсы внеурочной деятельности, робототехника, нумикон, логарифмика, комбинациональные игры, этикет и другие. Реализуются проекты «Цифровая математика», «Я-класс», «Финансовая грамотность». Используются разнообразные цифровые образовательные ресурсы. Стремиться в системе выявлять, сопровождать и поддерживать одаренных учащихся через различные виды деятельности, такие как повышение и вовлечение учащихся в различные конкурсы муниципального, республиканского, всероссийского и международного стандарта, где учащиеся на сегодняшний день показывают высокие результаты и получают призовые места. Создаем необходимые условия для охраны жизни и укрепления здоровья учеников при реализации образовательных программ. Все учебные кабинеты в школе, а их у нас более 50, укомплектованы и соответствуют требованиям санитарных норм и правил. В школе создаются все условия для кадрового методического обеспечения. Количество прибывших педагогических работников за последние 3 года составило 33 человека. Каждого приглашенного специалиста мы стараемся внедрить в свою образовательную среду и сопровождать на протяжении всего периода работы. Своевременное прохождение курсовой подготовки, но чаще всего из-за отдаленности города от центра, это дистанционные формы. А дистанционная форма не всегда работает на качество полученного образования. Поэтому мы тесно работаем со школой-лидером, которая планирует проводить для учителей нашей школы методические консультации, семинары. Кроме того, мы нацеливаем наших педагогов на обучение в Коми Республиканском институте развития образования. В частности, на сегодняшний день уже 5 наших молодых педагогов приняли активное участие в работе хакатона в июне этого года. 4 педагогов прошли обучение в летней дистанционной школе в рамках проекта «Эффективная школа».
Мы надеемся на тесное сотрудничество с Коми Республиканским институтом развития образования в части методической помощи учителям, учащимся, которых регулярно показывают низкие образовательные результаты. На сегодняшний день с Коми Республиканским институтом развития образования у нас уже достигнуто соглашение о том, что мы будем приглашать специалистов для прохождения курсовой подготовки наших педагогов на местах, что повлечет более качественный и больше охват педагогов. Поэтому мы благодарны судьбе за то, что вошли в данный проект. Мы учимся работать в команде, поэтому все работаем на один общий результат – повышение качества образования. Мы команда, а это значит результат завтра. Спасибо. Благодарим вас, Николай Васильевич. Николай Васильевич – директор средней общеобразовательной школы номер 5 города Усинска. Эта школа является школой-участником проекта и имеет очень большой потенциал для того, чтобы уже, наверное, в следующем учебном году стать не только школой-участником, но и школой-лидером для других школ своего муниципалитета. А мы приглашаем к следующему выступлению Татьяну Михайловну Казакову, заместителя директора по учебной работе средней общеобразовательной школы села Карткирос. Это школа-лидер. И Татьяна Михайловна представит выступление «Эффективный учитель, эффективный ученик, эффективная школа». Добрый день, уважаемые коллеги! В области образования известно многое о том, как учат учителя и как учатся дети, а также о том, как преподавание и обучение влияют на развитие ребенка. Тема моего выступления – от эффективного учителя к эффективному ученику и эффективной школе. Шестиуровневое описание процесса мышления, приведенное Бенджамином Блумом в 1956 году в книге «Таксономия образовательных целей. Сфера познания», неоднократно адаптировалось и применялось в разных условиях. Конечно, сегодня мы живем уже не в том мире, по отношению к которому Блум создавал свою таксономию. Но мы воспользовались его системой как эффективным средством достижения целей образования и повышения его качества. Мы дополнили его систему своими уровнями. Что-то я не вижу мышку. Первый уровень знания. Для того, чтобы успешно сотрудничать в команде, нужно хорошо знать своих коллег. В команду муниципального образования муниципального района Карткировский по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, вошли 5 муниципальных образовательных учреждений. Средняя общеобразовательная школа села Карткирос в качестве школы-лидера. Школа села Карткирос находится в районном центре. Количество обучающихся 785 человек. Численность педагогического состава 66 человек. 74% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. Во вторую смену учатся 186 ребят начальной школы. Карткировская школа осуществляет подвоз обучающихся из 4 населенных пунктов района. В качестве школ-участников республиканского проекта «Эффективная школа» в муниципальном образовании муниципального района Карткировский были определены основная общеобразовательная школа поселка Визябаш и средняя общеобразовательная школы сел Богородск, Керос и Мортин. Наши населенные пункты расположены далеко друг от друга. И часто для того, чтобы встретиться и поделиться опытом, директорам школ, их заместителям, учителям приходится преодолевать настоящие препятствия, бездорожье, переправа через реку и другие. Но тяга к новым знаниям, опыту своих коллег и профессиональному общению собрала нас, членов муниципальной команды, в районном информационно-методическом кабинете. Итак, при первой нашей встрече мы познакомились с теми, с кем еще не были знакомы.
пообщались и выстроили стратегию действий по реализации в Карткировском районе проекта «Эффективная школа». Уровень второй. Понимание. Для того, чтобы двигаться вперед и действовать, необходимо было понять, какие проблемы есть в наших школах, какие проблемы есть у всех, а какие являются единичными или уникальными для каждой школы участницы проекта. Чтобы понять, куда двигаться и как действовать, нам пришлось оглянуться назад и пересмотреть, проанализировать заново нашу работу за предыдущие годы. Качество образования, методическую работу, воспитательную работу, работу с родителями, работу с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Уровень следующий. Применение. Теперь нужно было решить, как применить то, что мы знаем, на практике. Мало-помалу у нас начала вырисовываться картина нашего сотрудничества. Конечно, до участия в проекте мы встречались на разных муниципальных мероприятиях и конкурсах. Учитель года, методические россыпи, самый классный. Эти и другие конкурсы проходят в Карткировском районе ежегодно и на очень высоком уровне, так как у нас много талантливых учителей-профессионалов, влюбленных в свое дело. Встречались на открытых уроках, мастер-классах по темам работы базовых площадок школ. Мы встречаемся на заседаниях муниципальных методических объединений. Но мы поняли, что все это точечно. То есть на конкурс приезжают не все педагоги, а только группа поддержки учителя-конкурсантов. На открытые уроки и муниципальные методические объединения едут в основном учителя-предметники, которым близок предмет. Мы поняли, что нам нужна другая стратегия сотрудничества в районе. Вот перед вами слайды. Мы сотрудничаем не только в районе, но и стараемся участвовать в мероприятиях, которые проходят и в России. Для того, чтобы проанализировать наши ресурсные и профессиональные дефициты, каждая школа прошла анкетирование. Результаты анкетирования представлены в нашей программе. Итак, следующий уровень – анализ. Сравнив итоги анкетирования, мы поняли, что затруднений в работе у нас много. Но для всех школ характерным является невысокий процент и качество участия детей в предметных олимпиадах и конкурсах творческой и исследовательской направленности. Мы выяснили, что школа слабо поддерживается местным сообществом, что качество взаимодействия школы и родителей оставляет желать лучшего. Ну и, конечно, выявили точки риска в работе учителей. Предметная компетентность при решении задач повышенной сложности, подготовка обучающихся государственной итоговой аттестации, аналитическая культура педагога. Следующий уровень оценки. Оценив ситуацию и следуя принципу «нельзя объять необъятное», исходя из актуальных на тот момент результатов ОГЭ по предмету математика, мы пришли к самому оптимальному, на наш взгляд, решению. При переводе школ в эффективный режим функционирования сделать акцент на 3 стратегических задачах. Задачи перед вами на слайде. Совместными усилиями с методистами информационно-методического кабинета управления образования, администрации школы лидера и директорами школ участников проекта в тесном сотрудничестве с учителями мы создали план действий по введению школ муниципального образования муниципального района Карткировский в эффективный режим функционирования. Наш подробный план представлен в программе тьюторского сопровождения. Я немножечко поясню. Раздел 1 – повышение предметной компетентности учителей математики и учителей начальных классов по предмету математика. Ну, на сегодняшний день мы уже провели диагностику и оценку предметной
компетентности учителей. Таким образом, мы выявили затруднения при решении задач повышенной сложности и при подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по этому предмету. Да. Это продолжение первого раздела. По второму разделу, раздел второй — это повышение качества подготовки и участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах. И вот на сегодняшний день Картгиросская школа работает над расширением перечня олимпиад. Обучающиеся участвуют не только во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2019 году ребята уже приняли участие в олимпиаде имени Ломоносова. В настоящее время ведется подготовка к участию в олимпиаде Эйлера, в которой мы начали участвовать с прошлого учебного года. И очень приятно, что наш ученик вышел в региональный этап этой олимпиады наравне с обучающимися физико-математического лицея. Ну и третий раздел – это повышение качества взаимодействия школы с родителями, законными представителями обучающихся. И первый семинар у нас запланирован уже на эти осенние каникулы. Таким образом, мы сумели определить для себя, куда двигаться и как действовать. 27 августа 2019 года прошла презентация нашей программы на районной педагогической конференции. И нужно сказать, что программа нашла поддержку педагогического сообщества района. Более того, к нашему проекту теперь уже на уровне муниципалитета захотели присоединиться и другие школы, которые не являются участниками проекта «Эффективная школа». И мы решили, что запланированные мероприятия будут способствовать развитию всех школ района. Помимо заявленных планируемых результатов, в 2020-2021 учебном году мы хотим привлечь к реализации программы и других учителей-предметников, учителей русского языка и литературы, учителей иностранных языков, обществознания, биологии, истории и географии, так как русский язык предмет, по которому все сдают ЕГЭ и ОГЭ, а эти предметы, которые я перечислила, наши выпускники чаще всего выбирают для сдачи государственной итоговой аттестации. И в заключение хочется напомнить вам слова Наполеона Хилла, американского автора в области новой мысли и создателя формулы личного успеха. Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите, что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо. Благодарим вас, Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна Казакова, заместитель директора по учебной работе средней общеобразовательной школы села Картгирос, школы лидера. Татьяна Михайловна представила такой замечательный алгоритм, готовый рецепт для любой школы, которая желает переходить в эффективный режим функционирования. Да, можно прямо его сегодня взять за основу и на его основе разработать свою программу. А мы передаем слово Ольге Юрьевне Беляковой, директору Выльгородской средней общеобразовательной школы номер 1, и Юраневой Людмиле Григорьевне, заместителю директора по научно-методической работе. Они представляют свое выступление «Стажировочная площадка. Метапредметные результаты обучения. Важнейшие компоненты реализации требований федерального государственного образовательного стандарта как механизм методической поддержки школ, участников проекта «Эффективная школа». Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Наша школа, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, Выльгородская средняя общеобразовательная школа номер 1, является второй год лидером в данном проекте, в проекте «Эффективная школа». Сегодня мы представляем опыт участия нашей команды уже в наступившем учебном году. Наша школа является участником позитивных процессов инновационного развития образования, республиканской пилотной площадкой введения ФГОС основного общего образования в Республике Коми и Уважаемые коллеги, технические проблемы сейчас нет.
Продолжим работу. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Наша школа, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, Выльгородская средняя общеобразовательная школа номер 1, является второй год лидером в данном проекте «Эффективная школа». Сегодня мы представляем опыт участия нашей команды уже в наступившем учебном году. Наша школа является участником позитивных процессов инновационного развития образования, республиканской пилотной площадкой введения ФГОС основного общего образования в Республике Коми и республиканской стажировочной площадкой КРИРО учителей начальных классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт. В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми утвержден список общеобразовательных организаций, лидеров и школ-участников на 2019 год. В нашу команду вошли следующие школы-участники. Это муниципальное бюджетное образовательное учреждение Палевицкая средняя образовательная школа, Часовская средняя образовательная школа и Ипская средняя образовательная школа. Все данные школы являются школами нашего Сысывдинского района. Командой школы была составлена программа тьюторского сопровождения по теме повышения качества общего образования на основе формирования и оценки универсальных учебных действий учащихся. Целью данной программы является обеспечение развития профессиональных компетенций учителей, школ-участников муниципального сообщества в области формирования и оценки универсальных учебных действий учащихся. Задачами программы является разработка и реализация программ тьюторского сопровождения и программ повышения качества в школах-спутников, разработка и внедрение механизмов мониторинга метапредметной компетентности учителей в вопросах формирования УУД у учащихся и профессионального роста педагогов, пополнение банка методических и информационных материалов, которые направлены на профессиональное совершенствование деятельности педагогов по теме программы, разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школам, функционирующим в сложных социальных условиях. В августе 2019 года состоялся круглый стол с руководителями школ-участников и были подписаны партнерские соглашения о сотрудничестве. Диагностический этап процесса планирования и взаимодействия начался со сбора информации о внешней и внутренней среды образовательных учреждений школ-участников. Проведена диагностика актуального состояния школ с учетом модели эффективности. Основные показатели состояния школы – это качество, эффективность планирования, организация обучения, поддержка мотивации учащихся, школьного климата и ценностей, руководства и управления. Данные результаты аналитической деятельности необходимы для выбора приоритетных направлений развития образовательных учреждений. Преподавание и обучение являются центральными пунктами, в которых должны пройти изменения, чтобы улучшить результаты учащихся. Определились имеющиеся дефициты. Итак, какие же мероприятия уже состоялись в рамках проекта? Состоялся круглый стол с руководителями школ-участников с целью планирования и взаимодействия в этом учебном году и заключения партнерских соглашений. Написаны программы школ-участников, перехода школ в эффективный режим работы, проведен анализ внутренней и внешней образовательной среды школ-спутников согласно программам перехода школ в эффективный режим работы и составлена программа тьюторского сопровождения по теме повышения качества образования на основе формирования и оценки универсальных учебных действий учащихся. Почему мы выбрали программу, направленную на формирование компетентностей по универсальным учебным действиям?
Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного процесса. Овладение учащимися УУД выступает как способность к саморазвитию, самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения социального опыта. Универсальные учебные действия создают возможность самостоятельного, успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умение учиться. 13 сентября 2019 года на базе школы состоялась стажировочная площадка по теме «Метапредметные результаты обучения» как важнейший компонент реализации требований федерального государственного образовательного стандарта. В рамках стажировочной площадки педагогам, участникам школ были представлены мастер-классы по формированию универсальных учебных действий познавательной направленности. Это развитие познавательных УУД методом анализа на уроках математики, определение понятия на уроках химии, интерактивные формы обучения географии, формирование познавательных универсальных учебных действий на основе кейс-метода, обучение составлению классификации на уроках математики, обучение сравнению на уроках литературы, работа с абстрактными понятиями на уроках литературы, и был показан прием «Лабиринт» на уроках русского языка. Обратная связь заключалась в следующем. Педагоги школ-участников заполнили рефлексивные листы, в которых отметили, что формирование универсальных учебных действий – это важное и необходимое условие подготовки учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Акцент был сделан на формировании и развитии познавательных универсальных учебных действий, так как у учащихся формируется правильное мышление и, как следствие, идет формирование УУД логической направленности. Условием успешного овладения универсальных учебных действий является единство учителей-предметников в понимании мыслительных операций по формированию мышления учащихся в их педагогической деятельности с учетом специфики своего предмета. По итогам проведения стажировочной площадки были приняты следующие решения. Формировать универсальные учебные действия учащихся как способы усвоения новых знаний и умений по предмету и достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Провести заседание методических объединений по предметам математика, русский язык, литература, география, химия с целью анализа ОМК по предметам. Выявить содержащиеся в них информационные ресурсы и задания, которые истинно направлены на формирование универсальных учебных действий. Проанализировать задания и спрогнозировать возможный образовательный результат в случае выполнения этих заданий учащихся. Сделать подборку суждений из работ учащихся, на основе которых можно составить задания на обучение правилам деления понятий. Учителям-предметникам провести мониторинг сформированности универсальных учебных действий на своих уроках. Участники проекта обозначили эффективность, полезность и актуальность данной работы в рамках стажировочной площадки. Школа «Лидер» приняла участие в грантовом конкурсе 2019, так как школы-участники вовремя заключили со школой «Лидером» партнерские соглашения, были составлены программы перехода школы в эффективный режим работы, была составлена программа тьюторского сопровождения и написано эссе «Мы одна команда». Следующим шагом в рамках сетевого взаимодействия мы наметили проведение совместных методических заседаний творческих групп учителей с целью проектирования уроков и выработки методических рекомендаций по проведению урока с включением современных требований.
Эффективное сотрудничество является ключом к успешной реализации программ улучшения результатов школ. Рост внутреннего потенциала школы – это условие того, что достигнутые с помощью внешней поддержки улучшения будут устойчивыми и долговременными. Спасибо за внимание. Мы благодарим коллег из Вильбергской средней общеобразовательной школы номер 1 и обращаем внимание, что все методические материалы коллеги выложили для пользования всех участников проекта «Эффективная школа» на платформе «Мобильный методист». И вы все можете ими воспользоваться. А мы передаем слово еще одному представителю школы лидера, Наталье Владиславовне Черновой, учителю биологии средней общеобразовательной школы номер 3 поселка городского типа Жешер, Усть-Илимский район. Наталья Владиславовна расскажет об очень интересной задумке, которая называется «Педагогическая экспедиция». Пожалуйста, Наталья Владиславовна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы только в 2019 году вошли в проект «Эффективная школа» в качестве школы лидера. В нашей команде на сегодняшний день 3 школы-участника и 1 школа-лидер. Район наш относительно такой компактный, школы расположены на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому наши педагоги нашего района всегда очень тесно взаимодействуют друг с другом. В апреле на базе нашего образовательного учреждения прошел районный методический семинар заместителей директоров школ района, который назывался «Повышение качества образовательного процесса, проблемы и пути их решения», где каждая школа представила, какие проблемы вообще возникают в образовательном процессе данной школы и как они пытаются с этими проблемами справляться. Надо сказать, что мы поняли, несмотря на то, что каждая школа имеет свое лицо, свои традиции, особенности, тем не менее затруднения у нас в принципе сходные. И прежде всего, конечно, да, существуют не только материально-технические и социальные проблемы в наших школах, поскольку мы сельские районы, но и прежде всего кадровые, потому что мониторинг продемонстрировал нам очень интересную, в общем-то, ситуацию, где мы увидели, что средний возраст учителей, как правило, достаточно высок, выше 45-47 лет. То есть большинство из наших учителей находится либо в предпенсионном возрасте, либо в пенсионном возрасте. Налицо признаки профессионального выгорания, педагогическая усталость, отсутствие самомотивации, активности, интереса к профессии. Некоторые из таких учителей вообще стараются отрабатывать свой стереотип, очень тяжело принимают нововведения, педагогически работают по старинке и становятся очень неинтересны для своих учеников. Ведь сегодня к учителю достаточно большие требования предъявляются, поскольку мы с вами все знаем, что учитель всегда остается ключевой фигурой образовательного процесса, поскольку в конечном итоге именно от его уровня профессионализма зависит будущее общества, вся система экономических и гражданских отношений. И это не случайно, поскольку результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что ни один другой фактор, ни объем средств, вкладываемых в образование, ни размер страны, ни показатели равенства образовательных услуг не дают такой жесткой корреляции, как качество преподавательских кадров. И учитель, который не владеет методикой, мастерством, учитель не квалифицированный, это беда не только одного общеобразовательного учреждения, но и общества в целом. Ведь самое большое требование, которое сейчас предъявляется учениками к учителям, это прежде всего универсальная образованность, эрудиция, информированность, возможность давать интересные уроки, интересные задания. И мы поняли, что отсюда возникает необходимость создания условий для профессионального роста учителя. А как создать такие условия, как раскрыть потенциал каждого педагога? И один из эффективных способов управления персоналом – это формирование команды. Но тут не надо забывать, что любое взаимодействие людей – это очень сложный психологический процесс, сложное психологическое явление, которое строится на 3 основных компонентах. Это прежде всего коммуникативный компонент, где осуществляется обмен знаниями, идеями, какими-то мыслями. Это деятельностный компонент, это обмен действиями и, конечно, перцептивно-эмоциональный компонент, это процесс восприятия партнерами друг друга.
Поэтому мы поняли, что поскольку в каждой из наших школ, неважно, школа-участник или школа-лидер, есть высококлассные специалисты, которые способны научить не только учеников, но и учителей, своих коллег, то необходимо сделать так, чтобы у них была возможность по обмену опытом. И когда идет интенсивный обмен мнениями или идеями, в этот момент всегда рождаются какие-то прорывные идеи. Уважение и доверие в этот момент является тем клеем, который сплачивает нашу команду. И в нашей команде мы являемся школой лидера. Значит, мы координаторы, наставники, которые уважают свою команду и стараются сотрудничать с ней. Поэтому в сентябре, после заключения соглашений с нашими школами-участниками, у нас был собран круглый стол, и мы предложили им провести педагогическую экспедицию, на которую, в общем-то, наши коллеги согласились. Что включает в себя педагогическая экспедиция? Педагогическая экспедиция будет, в рамках педагогической экспедиции будет открыто 5 секций. По мониторингу мы определили, какие конкретно затруднения могут быть, и поэтому мы решили обозначить секции следующим образом. Первая – это секция обучения через деятельность. Вторая – это эффективные стратегии работы с текстом. Третья – это активные интерактивные формы работы на уроке. Четвертая секция – это современные образовательные технологии. Ну и был спецзапрос, такой спецзаказ, это организация учебно-воспитательного процесса в работе с детьми с разным уровнем успешности и мотивации. В рамках каждой секции планируются уроки открытые с самоанализом и анализом, практикумы для учителей и, конечно же, мастер-классы. Мы понимаем, что вот эта педагогическая экспедиция, надеемся, что как для школ-участников, так и для нашей школы-лидера, это возможность повышения уровня профессионального мастерства учительского коллектива. И мы понимаем, что дорогу осилит не просто идущий, а дорогу осилит идущий не один, а вместе со своими единомышленниками. Спасибо за внимание. Наталья Владиславовна, благодарим вас за представленный проект и желаем, конечно, успешного его воплощения, успешной реализации. Я думаю, что он станет таким примером для других муниципалитетов, да? Они могут его использовать за основу для реализации своих программ тьюторского сопровождения. Уважаемые коллеги, завершает работу секции применения новой формы технологии организации методической работы межрегионального семинара выступлением Оксаны Викторовны Славовой, заместителя директора средней общеобразовательной школы номер 39 имени Чернова города Воркуты, о приоритетных направлениях деятельности школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. И у нас видео выступление. Коллеги, город Воркута, школа 39 имени Георгия Александровича Чернова приветствует участников научно-практической онлайн-конференции. Я заместитель директора Славова Оксана Викторовна, представляю вашему вниманию доклад о перспективных направлениях деятельности нашей школы, участника республиканского проекта «Эффективная школа». В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 15 апреля 2019 года наша школа является школой-участницей проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях. С целью разработки программы по переводу школы в эффективный режим функционирования рабочей группой проекта был проведен анализ внутренней и внешней среды школы, качества школьных процессов и профессиональных дефицитов педагогов. Анализ показал, что наряду с существующими положительными внутренними и внешними условиями, необходимыми для реализации образовательной деятельности, такими как развитая IT-инфраструктура, современное учебно-методическое обеспечение, наличие условий для занятия физической культурой и спортом, имеются и отрицательные тенденции, например, такие как низкая доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию и, соответственно,
высокая доля педагогов без категории. Увеличение количества обучающихся из малообеспеченных семей и детей, воспитывающихся в неполных семьях. Также достаточно низкая доля обучающихся, являющихся победителями и призерами всероссийских и республиканских олимпиад и конкурсов в 2018-2019 учебном году. Анализ результатов образовательной деятельности школы за прошлый учебный год проводился на основе анализа результатов внешнего и внутреннего мониторинга качества образования. Здесь следует отметить, что наряду с уменьшением количества учащихся наблюдается повышение показателя качества знаний за 3 года. Аттестаты с отличием и золотую медаль за особые успехи в учении получили 2 выпускника, и серебряную медаль получили также 2 выпускника. Однако не достигнуты следующие целевые показатели программы повышения качества образования на 2018-2019 учебный год. Во-первых, это удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по математике от общего числа выпускников, участвующих в ЕГЭ. 1 учащийся не сдал математику профильный уровень. И второй показатель – это удельный вес лиц, сдававших основной государственный экзамен по предметам по выбору. Также 1 учащийся не сдал экзамен по английскому языку. С целью выявления профессиональных дефицитов педагогических работников и проектирования на основе полученных данных индивидуальных планов профессионального развития педагогов была организована самооценка профессиональной деятельности педагогических работников на основе перечня компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагог. Формы опросных таблиц мы использовали из материалов курсов повышения квалификации Коми Республиканского института развития образования, организация работы по выявлению и преодолению профессиональных дефицитов педагогических работников общеобразовательных организаций. Мониторинг показал, что наибольший процент педагогов имеют профессиональные дефициты по трудовой функции развивающая деятельность. И также в рамках реализации проекта «Эффективная школа» педагоги принимали участие в онлайн-диагностике профессиональных дефицитов. И полученные результаты мы также использовали, и они стали основой действий по совершенствованию профессиональной деятельности педагогов в этом учебном году. Таким образом, на основе проведенного анализа рабочей группой проекта определены приоритетные направления и цели перехода в эффективный режим функционирования. Так, приоритетом номер 1 стали предметные результаты. Реализация основной образовательной программы на всех уровнях образования. Особое внимание здесь мы уделяем английскому языку и математике профильный уровень. Цель данного приоритета, естественно, это повышение показателей по результатам государственной итоговой аттестации в 2020 году. Приоритетом номер 2 является поддержка профессионального развития педагогов. И главная задача, которую тут мы ставим, это повышение профессиональных компетенций педагогических работников, это методической компетенции, коммуникативной и других. Приоритет номер 3 – это индивидуальная поддержка различных категорий учащихся. И здесь главная цель – это совершенствование условий для качественного обучения и воспитания учащихся различных категорий. То есть здесь это и одаренные дети, и дети из социально неблагополучных семей, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Алгоритм перевода школы в эффективный режим работы включает в себя несколько шагов. Вы можете видеть их на слайде. Начинается все с создания рабочей группы проекта, которая проводит анализ данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы школы. Разрабатывается программа перевода школы в эффективный режим работы. У нас она нацелена на этот учебный год, то есть к 2020 году она уже завершится к концу этого учебного года. Далее мы заключили партнерские соглашения. У нас школа «Тьютор» – это 40-я школа, и также школы-участники проекта «Эффективная школа», школа номер 14 и 34 города Воркуты. Ну и, собственно, последний шаг, последний этап – это организация деятельности в соответствии с планом мероприятий данной программы.
В план мероприятий программы на 19-20 учебный год включены мероприятия, направленные на обеспечение достижения целей, обозначенных выше приоритетов школы. На сегодняшний день мы уже приняли участие во всех мероприятиях первого полугодия 2019 года в рамках проекта «Эффективная школа» и начали работать по плану мероприятий этого года. И наша школа, школа Тьютор являлись муниципальными площадками третьего форума педагогического актива города Воркуты «Надежной школе надежного учителя». В работе площадок приняли участие учителя информатики, химии, биологии, истории и обществознания. И обсуждались актуальные для системы образования вопросы, такие как достижение стратегических целей национального проекта образования, государственная итоговая аттестация 2019 года, анализ результатов и применение в управлении качеством образования и изменения, вносимые в план внутришкольной системы оценки качества образования в этом учебном году. В результате реализации плана мероприятий мы ожидаем, конечно же, во-первых, повышение качества предметного образования на всех уровнях, качество управленческих решений, принятых по итогам оценочных процедур, стопроцентное внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагогов, разрешение выявленных методических проблем не менее чем у 80% педагогов и в целом повышение качества проводимых мероприятий. Считаем, что главным социально-экономическим эффектом реализации программы будет доступность качественного образования для всех категорий обучающихся и удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании. Спасибо за Завершение работы наших секций межрегионального семинара «Модели и механизмы финансово-методической поддержки школ с низкими результатами обучения школ, функционирующих в благоприятных условиях», мы действительно можем сказать, что да, есть интересные формы, есть интересные технологии организации методической работы. В разных регионах выстраивается своя специфическая система, свои условия обеспечения качества образовательной среды и управления. Но, тем не менее, есть и те тенденции, которые являются общими для всех. И, конечно же, мы можем применить представленный сегодня на межрегиональном семинаре опыт для работы своих образовательных организаций. И каждая школа, участник проекта, это не просто школа с низкими образовательными результатами, а это школа, которая имеет большой потенциал и может выйти в разряд школ-лидеров в ближайшем будущем, если она успешно реализует свою программу перехода в эффективный режим работы. Уважаемые коллеги, мы объявляем 5-минутный технический перерыв, после которого работу нашей онлайн-конференции продолжат кейсы опыта работы в команде «Школа-лидер», «Школа-участник». 2 кейса мы представят наши школы-лидеры. 5 минут перерыв.
Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашей всероссийской онлайн-конференции по поддержке школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. И продолжают нашу работу кейсы, опыт работы в команде «Школа-лидер», «Школа-участник». Мы предоставляем слово Ирине Анатольевне Слободенюк, директору Юдвинской средней общеобразовательной школы муниципального района Удерский, которая представит модель взаимодействия школьной команды проекта «Эффективная школа» на основе социального партнерства. Пожалуйста, Ирина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Предыдущие участники конференции достаточно подробно разъяснили понятие «эффективная школа» и ключевые вопросы, связанные с повышением качества образования. Опыт работы в команде у нас небольшой. 15 апреля 2019 года мы узнали о том, что мы включены в проект «Эффективная школа» в качестве школы-лидера. Наша школьная команда муниципального образования, муниципальный район Удерский, состоит из... Ой, не надо так быстро. Листает. Включает в себя 5 образовательных организаций. Это наша организация, Юдвинская средняя общеобразовательная школа. Если говорить о нашей организации, это сельская малокомплектная школа. Педагогический коллектив нашей школы включает администрацию 13 человек, все педагогические работники имеют квалификационные категории. Особенностью, наверное, нашей школьной команды является транспортная удаленность. Учитывая, что некоторые участники проекта у нас находятся на расстоянии от 250 километров до 50, поэтому, естественно, здесь возникают некоторые сложности в частых встречах и общениях. Плюс бездорожье тоже является некоторым отрицательно влияющим фактором. Каждая образовательная организация, входящая в наш проект «Эффективная школа», индивидуально имеет свои интересные особенности, свои наработки и свой авторитет в своем образовательном пространстве. Самое главное заключается в том, что каждому участнику проекта, каждому участнику школьной команды есть чем поделиться, о чем рассказать. Мы все с вами что не все образовательные проблемы в силах решить одна образовательная организация. Иногда требуется усилия абсолютно всего общества, чтобы добиться результата. И если мы вспомним историю образования, то всегда образование тяготело к совместной деятельности и существованию в системе партнерских связей, отношений с организациями. Социальное партнерство, построенное на принципах взаимной заинтересованности сторон, добровольности принятия ими обязательств и ответственности за результат деятельности, становится неотъемлемой частью тех взаимоотношений, которые связывают участников школьной команды. Понятно, что во главе нашей школьной модели стоит школа-лидер, но за последние годы в нашей школе отмечены хорошие образовательные результаты, есть инновационный опыт. Мы понимаем, что формально передать этот опыт невозможно, но вполне реально предложить другой школе, имеющей более низкие образовательные результаты, воспользоваться некоторыми формами и методами, которые наработаны нашей школой. Включая сотрудничество по обоюдному согласию, участники самостоятельно определяют возможность и меру участия в деятельности. Степень включенности определяется и заинтересованностью, и закреплено соглашением, которое все мы заключили в августе месяце для того, чтобы определить совместные проекты, которые мы планируем реализовывать в ходе реализации нашего проекта «Эффективная школа». И, конечно же, уникальность нашей команды еще заключается в том, что каждая школа предлагает свои способы реализации по всем направлениям, при этом находясь в пространстве общих целей и задач совместной деятельности. Реализация проекта тьюторского сопровождения, это концентрация всех ресурсов, которые мы с вами имеем. И для чего это нужно нам? Для получения современного качества образования, в том числе и по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения, функционирующими в сложных социальных условиях. Значит, какие этапы мы для себя определили?
Ну, первый этап – это знакомство. На этом этапе мы определили общие цели, общие ценности и ресурсную базу друг друга. Определили взаимную полезность всех участников нашей школьной команды. Ну, в общем, на первом этапе, как правило, нужно провести два мероприятия. Это мониторинг запросов и ресурсов школьной команды, что, собственно говоря, мы и сделали. И первым этапом у нас стало, главным итогом первого этапа стало желание школьной команды к осуществлению совместной деятельности. Второй этап – это непосредственно сама совместная деятельность. Ну, здесь что нужно сказать? Совместная деятельность предполагает участие в этой совместной деятельности, то есть определенная компетентность. Для построения эффективной модели социального партнерства необходима команда единомышленников. Ну, взаимодействие команды, школьной команды, будет устойчивым и долговременным только при условии удовлетворения интересов всех участников этого партнерства и на всех этапах реализации проекта. Ну, а задача школы, лидера в этой ситуации – это прежде всего найти точки пересечения всех интересов субъектов нашего партнерства и создание педагогических условий, которые реализуют тот интегративный потенциал, который имеет каждая из школ участников проекта. В задачи проекта, которые мы для себя определили, это, ну, понятно, что на начальном этапе мы должны были создать тот проект тьюторской программы, которая бы позволила нам каким-то образом это сотрудничество осуществлять. И с чего мы начали? Ну, естественно, начали мы с обучения на портале «Открытое образование» Республики Коми. В ресурсе «Мобильный методист» мы заполнили про себя информацию. И дальше мы хотим сделать таким образом, чтобы все те запросы, которые возникают в профессиональном сообществе, в нашей школьной команде, мы предлагаем и к совместному сотрудничеству и другие школьные команды к нам подключиться, ну, имеется в виду в нашем районе, для того, чтобы, я думаю, что проблемы-то у всех одни и те же, и решать мы их тоже должны совместно. И, может быть, здесь формы взаимодействия мы представили себе вот таким следующим образом. Это как вариант того, что мы себе определили в качестве работы. Во-первых, самое главное в реализации наших образовательных задач – это, скажем так, грамотно разработанная программа, образовательная программа и учебный план, который позволит удовлетворить интересы всех участников образовательного процесса. Должны быть единые формы контроля и оценки качества образовательных результатов. И мы это видим в разработке диагностического инструментария, который позволит бы, ну, когда совместно решаются эти вопросы, думаю, качество исполнения будет значительно выше. Какие-то общие методические дни, консультации, семинары, которые бы позволили нам решить те запросы профессионального сообщества, которые, ну, требуются, ну, скажем так, совместным обсуждением. Может быть, это педагогические советы, родительские собрания совместные. Как мы это предлагаем делать, я скажу чуть позже. И очень важным моментом в деятельности любой образовательной организации является подготовка к тем надзорным мероприятиям, которые каждая школа проходит. Поэтому и такую работу мы тоже планируем проводить в нашей деятельности. Что мы предлагаем? Ну, во-первых, мы для себя определили, что, учитывая транспортную недоступность, мы можем создать филиал методического центра по обеспечению информационной консультативной помощи. Что мы туда хотим разместить? Это, может быть, те методические материалы, которые имеются в каждой школе, которые действительно реально работают на результат. Это может быть методические разработки семинаров, практикумов, мастер-классов, которые проводятся в каждой образовательной организации. Кроме этого, мы предусматриваем дистанционные формы обучения. У нас уже на протяжении 3 лет у нас есть опыт дистанционного обучения детей английскому языку с преподавателем, который у нас
находится в городе Сыктывкаре в Коми республиканском лицее. И эта форма работы для нас уже не является чем-то новым, поэтому такую форму работы мы тоже предусматриваем в своей, ну, скажем так, дальнейшей реализации нашей программы. При этом это может быть какие-то дистанционные спецкурсы, которые возможно реализовать в рамках нашего сотрудничества. Это могут быть консультации, семинары с педагогами и, конечно же, мероприятия для обучающихся района. Вы прекрасно понимаете, что дети в сельской местности, они испытывают недостаток коммуникации. То есть в этом случае вот такие совместные мероприятия, которые мы проводим, межшкольные проводим с детьми, они как раз работают для этого. Ну, скажем, что мы уже, хотя еще не так много времени прошло, мы только с весны в проекте, но за 2019 год у нас были проведены совместно с детьми, ну, близлежащая, самая близлежащая к нам школа — это Междуреченская, в котором еще выше. Нет, значит, я его пропустила. Значит, проводили мы интеллектуальный марафон, проводили дебаты, и что самое приятное в этой ситуации, что обстановка была довольно непринужденная, и ребята в свободном общении открывали для себя много нового и интересного. Значит, что в планах работы с детьми? Значит, ну, понятно, что любое мероприятие, которое мы проводим для детей, они тщательно готовятся и нацелены на создание ситуации успеха. Для того, чтобы, понятно, транспортная недоступность, отсутствие автобуса, ну, например, даже у нашей школы, но есть сервис Google, который помогает нам решить эту проблему. То есть обучающиеся образовательных организаций будут социализироваться через совместную деятельность в интерактивных формах. Мы предполагаем создать какие-то социально-образовательные проекты, дискуссии, полемики, мозговые штурмы именно на сервисе Google. Значит, что у нас уже сделано? При подготовке к реализации мы уже создали информационно-образовательный аккаунт с привязанным к нему доменным именем нашей школы, и все участники проекта получили электронный адрес, привязанный к нашей школе, и имеют возможность, пользуясь этим адресом, входить в аккаунт. Здесь, конечно, еще поле до конца мы еще не проработали, но в планах мы только начинаем входить в проект, поэтому в планах обязательно это сделать. Понятно, что особое внимание нужно уделить работе и с педагогами. Активизация профессионального и личностного самоопределения педагога, его саморазвития, ну, его профессионального и творческого потенциала. И важным местом в межшкольных связях занимают семинары методических объединений. В рамках этого, ну, такая достаточно организационная, именно вот эта организационная форма, мы считаем, что она позволяет, наверное, более тесно взаимодействовать между собой, когда можно на практике внедрять какие-то новые методы, технологии. Все это идет для того, чтобы создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. Базой для проведения этих мероприятий может быть любая из школ, которая входит в школьную команду. В течение 2019 года, то есть мы уже провели несколько семинаров, которые, ну, были, 2 семинара было организовано на базе нашей школы, это учителей информатики, физики, математики по теме метапредметный подход в обучении. Семинар учителей истории обществознания, актуальные вопросы методики обучения, история обществознания. В Ашгарте был проведен семинар учителей коми языка и литературы, пути достижения качества образования в условиях реализации в ГОС. В Междуреченске мы проводили семинар учителей начальных классов, структура и содержание контроля измерительных материалов по учебным программам в начальной школе. На базе Усагорской школы мы проводили семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, развитие системы оценки качества образования. И на базе Благоевской школы был подготовлен семинар учителей химии, биологии, географии, профессиональное развитие педагога как условие повышения качества образования в современной школе. Ну, понимаю, что опыт, в том числе инновационный, абсолютно нельзя передать, и, возможно, только перенос оснований инновационной деятельности в рамках специально каких-то организованных пространств.
мы пытаемся эти пространства как раз и обустроить. Понятно, что важным здесь является еще сетевое взаимодействие, когда мы можем за счет ресурсов одной образовательной организации усилить ресурсы другой образовательной организации. Такое активное межшкольное взаимодействие мы осуществляем через ведение образовательного сайта. Ну вот в образовательном сайте, если Марина Анатольевна мне поможет, на сайте нашей школы мы создали раздел «Эффективная школа», которая, ну, по принципу мобильного методиста, наверное, но просто возникла, почему такая возникла идея? Ну, почему-то стесняются делиться школьные команды, школ, участников проекта своими идеями. Поэтому для того, чтобы этот аккаунт могли посещать только участники нашего проекта «Эффективная школа», этот информационный ресурс, он закрытый. Каждая из школ, там у нас размещены материалы по вообще реализации проектов. Каждая школа создавала программу перехода в эффективный режим функционирования. И там уже конкретно размещены планы мероприятий, которые мы запланировали на этот год для того, чтобы решить нашу общую задачу. Мы считаем, что такой образовательный сайт – это эффективный инструмент для решения наших профессиональных задач. Возможно, если будут желания у других, скажем так, школьных команд нашего района поучаствовать в нашем, скажем, обмене опытом, мы тоже для них этот сайт откроем. В принципе, это, ну, на наш взгляд, позволит нам важные вопросы решать, ну, вот даже в условиях транспортной удаленности. Если говорить о задачах, которые мы должны решить в процессе реализации проекта, то вообще этап реализации у нас мы себе определили с апреля 2019 по сентябрь 2020 года. То есть когда мы уже сделаем рефлексию нашей деятельности и определим, что у нас получилось, что у нас не получилось, но мы все-таки рассчитываем на то, что у нас это сотрудничество продолжится. Значит, те вопросы, которые мы для себя определили, которые нам нужно решить, ну, естественно, они разные, есть вопросы, которые нужно решать уже здесь и сейчас, потому что, ну, материальная база школы, она тоже различна. Например, понятно, что классы робототехники есть не везде, да, поэтому вот такие вопросы, которые мы решаем за счет еще взаимного посещения и обмена теми ресурсами, которые есть, они позволят нам решить и вопросы, ну, скажем так, и с организацией внеурочной деятельности, с расширением условий для обеспечения качественного образования наших детей. И, может быть, даже условия для профессионального самоопределения обучающихся. Мы очень надеемся, что открытая в нашей районе точка роста нам тоже в этом обязательно поможет. И мы скоординируем нашу работу еще с Косланской средней школой, которая является счастливой обладательницей этих возможностей. Так, ну, естественно, тот опыт, который мы наработаем, мы хотим им делиться. И, возможно, образовательным организациям нашего района они тоже будут очень интересны и нужны. В устойчивости, в планируемых результатах мы, конечно, рассчитываем на то, что у нас мы за счет нашего взаимодействия интегрируем все образовательные ресурсы, которые есть у нас в районе, повысим удовлетворенность и родителей, и детей, организаций, тех образовательных моментов, которые мы планируем сделать. Рассчитываем на то, что мы продолжим свое функционирование после завершения проекта. Это очень интересное такое взаимодействие. Понятно, что он требует дополнительных ресурсов, но тем не менее мы рассчитываем на то, что у вас хватит сил, чтобы продолжить этот проект. Совместные акции, которые мы запланировали провести, ну и, соответственно, привлечь социальных партнеров. Ну, наши родители – это самый важный социальный партнер, который у нас есть. Понятно, что на начальном этапе нам пришлось разрабатывать документацию, которая позволит как-то в рамки закона уложить наши взаимоотношения. То есть те материалы, которые нам нужны для нашего дальнейшего сотрудничества.
И очень важным моментом в нашей работе мы уделяем практику, скажем так, опыт по принятию правильных управленческих решений с опорой на данные результатов, которые, собственно говоря, и легли в основу тех критериев, когда школа лидер или школа-участник, это мониторинги Рособнадзора, это НИКО, это ВПР, это государственная итоговая аттестация, ну и объективно независимой оценки качества учебных достижений. Ну, понятно, что в вопросе престижа мы надеемся, что заметят нас, и мы достаточно и так имеем неплохой рейтинг в муниципалитете, но тем не менее наше количество удовлетворенности работой нашей школы будет увеличено. И ну, понятно, что говорить о каких-то процентах, на что мы хотим увеличить, да, вовлеченность, все это покажет уже по этапам реализации проекта, насколько у нас все это получится. Мы, конечно, считаем, что у нас должно все увеличиться, должны быть все довольны, должна быть динамика развития личности ребенка. И понятно, что рассчитываем на то, что в нашем педагогическом сообществе уйдут на второй план те вопросы, которые связаны с незаинтересованностью, с каким-то профессиональным выгоранием, потому что активная деятельность, она предполагает все-таки рост того профессионального мастерства, на который мы, собственно говоря, и рассчитываем. Ну, все, что мы сделали, это еще только начало пути. Далеко не все из того, что мы запланировали, нами начато и завершено. Но мы четко для себя понимаем, что социальное партнерство – это процесс, который не существует сам по себе. Это процесс, требующий постоянного управления и совершенствования, постоянного поиска и роста. Это целенаправленная работа всей команды, школьной команды нашего Лодырского района, опирающаяся на факты, но стремящаяся к новым горизонтам. Ну и в завершении своего выступления очень хочется всех поздравить с наступающим праздником и пожелать творчества и вдохновения. Спасибо. Благодарим вас, Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна Слободенюк, директор Юдвинской средней общеобразовательной школы, Утрский район. Мы не случайно пригласили именно Ирину Анатольевну выступить с кейсом об опыте работы в команде «Школа-лидер», «Школа-участник». Это маленькая сельская школа, 13 педагогов и 40 детей. 18 воспитанников. 18 воспитанников. То есть действительно даже такая небольшая образовательная организация может стать школой-лидером в своем районе. И, наверное, Ирина Анатольевна готова будет уже через несколько лет, до года через 2, выступать и на республику в целом, да, демонстрировать практики лидерства своей образовательной организации. Благодарим вас. И сегодня у нас еще один кейс. Это уже школа городская, школа столичная, город Сыктывкар. Иван Николаевич Бабков, заместитель директора по научно-методической работе, средняя общеобразовательная школа номер 35, город Сыктывкар, представит алгоритм тьюторского сопровождения как один из эффективных механизмов профессиональной помощи школам с низкими результатами на примере организации взаимодействия управленческих педагогических команд школ города Сыктывкар. Пожалуйста, Иван Николаевич, вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Можно сразу перейти, в принципе, к основанию для участия в проекте, да, к следующему слайду. То есть у всех традиционный, все уже требуют отдельного какого-то анализа, но есть проблемы, которые незаметны, и они требуют более глубокого анализа и изучения. На, скажем так, первых этапах взаимодействия со школами 33 и со школой 15, конечно, мы в первую очередь собрались и постарались именно обсудить содержание внутренней системы оценки качества образования в каждой школе, то есть в СОКа посмотреть и изучить. Конечно, результаты анализа внутренней системы оценки качества образования позволили нам выявить те проблемы в части именно эффективного управления качеством образования, поскольку все-таки основа управленческой модели каждой образовательной организации в первую очередь является сегодня, согласно федеральному закону об образовании, именно внутренняя система оценки качества образования, то есть СОКа. И, конечно, это не только контроль качеством образования, и это не только управление образовательной системой,
В целом СОКа – это установление соответствия имеющегося качества образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Поэтому СОКа – это не только оценка качества результатов, хотя в рамках проекта в основном, конечно, мы работали именно по первому направлению, но кроме того, что это оценка качества результатов, конечно, это оценка качества и процесса, и оценка качества условий. Поэтому, конечно, в рамках взаимодействия с этими школами мы в любом случае затрагивали не только результаты образовательные учащихся, но и те условия, в которых работают педагоги. Поэтому, конечно, этот проблемный анализ позволил нам только после этого уже выйти на разработку алгоритма тьюторского сопровождения. Поэтому в качестве этапов уже тьюторского сопровождения мы можем выделить следующее. Значит, первый этап — это подготовительный, апрель-сентябрь 2019. Здесь, конечно, мы определяем профессиональные затруднения управленческих команд и педагогических коллективов школ, которые могут быть решены в рамках тьюторского сопровождения. Кроме того, к подготовительному этапу относится и разработка алгоритма сопровождения. Практический этап — это октябрь 19 и апрель 20. Здесь уже происходит организация деятельности педколлектива по оказанию профессиональной помощи коллегам и учащимся школы. Непосредственно это уже реализация алгоритма. И третий этап, аналитический, с мая 20 по август 20, это оценка результата сопровождения. То есть мы видим, что здесь этапы, сроки тоже указаны, а в содержании здесь мы видим конкретные шаги по достижению этих целей. Поэтому сейчас мы будем как раз шагать по каждому из этих этапов. Значит, что касается первого шага. Определение профессиональных затруднений управленческих команд и педагогических коллективов школ сопровождения. Здесь мы, конечно, выявили те проблемы, которые характерны и для школы номер 33, и школы номер 15. И, в принципе, здесь у них имеются, мы видим, достаточно такие общие затруднения. С точки зрения внешней среды, конечно, в первую очередь, наверное, это касается не только для этих образовательных организаций, но и для многих других. Это слабая включенность родителей в образовательный процесс. Но, конечно, я бы еще обратил внимание на неактуальность образовательных предложений социальному окружению школ. Что касается уже внутренней среды, то здесь, конечно, наверное, в первую очередь хочется отметить формальность работы совета учащихся и совета родителей. И, конечно, мы все прекрасно понимаем высокую нагрузку учителей по основным предметам, ограниченность временного ресурса по организации индивидуальной работы с учащимися, особенно в рамках неурочной деятельности. Это что касается у нас первого такого раздела основных проблем. Следующая группа проблем, она касается качества образовательного процесса. Здесь мы видим тоже несколько проблем. Среди них хочется, конечно, отметить это преобладание ориентации практики и педагогической деятельности по-прежнему, к сожалению, на формирование знаний, умений, навыков, а не на формирование компетентности учащихся. И еще бы хотелось, конечно, отметить, это неэффективное использование возможностей в неурочной деятельности для развития личности учащихся. Мы с вами понимаем прекрасно, что реализация внеурочной деятельности, она является в данном случае продолжением урочной деятельности. Поэтому, конечно, эти два вида деятельности, они должны работать в системе. Следующий перечень проблем, он касается также качества образовательного процесса. Теперь в части управления образовательной организацией я бы здесь, конечно, отметил именно неактуальность системы методической работы в школах и слабую ориентацию на решение проблем в области качества образования. К этому выводу мы с коллегами пришли, естественно, вместе. То есть, конечно, какие-то проблемы, как я уже говорил, они лежали на поверхности, какие-то проблемы, они пришли к нам в данном случае уже в результате аналитики, аналитической работы. Поэтому вот основные проблемы, с которыми мы столкнулись. Значит, второй шаг – разработка алгоритма сопровождения школ. Конечно, те проблемы, которые я обозначил уже, они у нас фактически определили направление тьюторского сопровождения нашей школы, школы-лидер. То есть мы отметили для себя направление, у нас получилось 5 направлений, фактически это 5 задач. Первое – это разработка и принятие управленческих решений по обеспечению перехода школы в режим эффективного функционирования и развития. Вторая задача
она отвечает, вы видите, второй проблеме, это обеспечение повышения уровня профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров. Сейчас, особенно в условиях обсуждения профстандартов, об этом очень много говорится. Третье – это развитие профессиональной компетентности педагога через совершенствование методической среды. Четвертое – это обеспечение профессионального развития молодых педагогов через систему методического сопровождения. В нашу школу постоянно приходят молодые специалисты ежегодно, причем это как специалисты, которые закончили буквально вот вчера высшее учебное заведение, также педагоги, которые уже успели поработать, но по-прежнему являются молодыми специалистами. Поэтому, конечно, исходя из этого и еще исходя из категории вновь прибывших, мы ежегодно выстраиваем эту работу. Ну и пятое – это повышение уровня предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся через развитие учебной мотивации. Конечно, сейчас мы понимаем прекрасно, что основной государственный экзамен, он меняется. В 2020 году у нас уже новые модели, которые будут, скажем так, реализованы на всей территории Российской Федерации в штатном режиме. И мы видим, что здесь уже требования к заданиям, они меняются. То есть здесь не только у нас предметные требования, да, предметные результаты, но и метапредметные. Ну и в рамках вот нашего проекта, конечно, мы еще постарались учесть то, что будет, конечно, формировать у учащихся именно личностные отношения и личностные результаты. Вот. Это что касается у нас проблем и основных направлений. Теперь более подробно уже шаг номер 3 – организация деятельности педколлектива по оказанию профессиональной помощи коллегам и учащимся школ сопровождения. Конечно, коллеги сейчас получили материал раздаточный, да, и в этом материале уже более подробно представлен шаг номер 3, то есть как школа видит именно взаимодействие со школами-участниками. На данной презентации представлены только вот некоторые фрагменты форм работы и тематики. То есть, например, в рамках первого направления здесь, конечно, как я уже говорил, с чего мы начали работать с администрацией и с коллективом, это именно с внутренней системой оценки качества образования. Уже был проведен межсетевой методический семинар функционирования СОК как необходимое условие повышения качества образования. Конечно, с коллегами мы посмотрели основные показатели объекта, показатели и объекты оценки качества образования. Вот. Потому что мы понимаем, что если мы будем анализировать результаты образовательных детей, да, и педагогов, конечно, все в первую очередь опирается, а как это все вообще организовано, какова модель управленческая. Поэтому, конечно, мы именно с этого начали. Потом в рамках первого направления, да, управленческих решений мы провели круглый стол внедрения неформальных механизмов работы Совета родителей и учащихся школ сопровождения. Сразу скажу, что, конечно, в рамках вот этой тематики у нас пока не так все гладко, то есть не так все просто, потому что если советы учащихся, конечно, они у нас, в принципе, достаточно форма совершенствуется работы, то, конечно, советы родителей по-прежнему пока в достаточно таком старой такой форме, да, которая требует все равно совершенствования. Поэтому это для нас по-прежнему остается задачей. Вот. Что касается второго направления, которое тоже представлено в нашем алгоритме, это обеспечение повышения уровня профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров. Значит, у нас в конце августа, 30 августа был проведен методический совет «Компетентный ученик, компетентный учитель». В рамках этого совета, конечно, мы рассмотрели вопросы, во-первых, новой модели аттестации педагогических работников, да, которая у нас основывается на единых федеральных оценочных материалах. Конечно, мы понимаем, что компетентность учителя, она будет оцениваться в скором времени именно по этим аттестационным материалам. Вот. Кроме того, кроме методического совета как формы работы, у нас еще запланирована диагностика сформированности уровня владения педагогами профессиональными компетенциями. В том году в рамках только нашей школы была проведена диагностика по сформированности уровня владения педагогами именно компетенциями, связанными с проектной деятельностью. Сейчас проектная деятельность и учебно-исследовательская активно тоже внедряется с 5 по 9 класс. Наша школа, она пилотная площадка, мы реализуем уже
в ГОС на уровне среднего общеобразования. Нынешние 11-классники у нас уже защищать будут в этом году индивидуальный проект, и индивидуальный предмет у них был отдельный предмет в учебном плане, поэтому, конечно, здесь, возможно, у нас есть уже определенный накопленный опыт по проектной деятельности, поэтому в том году мы такую диагностику провели. В этом году мы планируем охватить гораздо большее группу компетенций. Следующая форма работы – это круглый стол. Она, естественно, тоже достаточно эффективна, особенно когда работает команда из 3 школ. Вот сейчас на сайте КРИРО тоже были размещены материалы по обсуждению проекта профессиональных стандартов, и в этом вопросе мы тоже активное участие принимали. Кроме этого, конечно, многие уже говорили о том, что заседание школьных методических объединений, оно по-прежнему тоже как форма достаточно результативно. И через заседание ШМО в рамках вот проекта и взаимодействия между школами у нас уже было проведено в августе заседание ШМО, на котором мы проанализировали структуру содержания диагностических работ, которые обеспечивают оценку компетенции учителей. Напомню, что в 2018 году вот как раз была проведена такая оценка, в том числе педагоги республики участвовали, и педагоги нашей школы участвовали в этих диагностических работах. Поэтому вот мы на первых заседаниях ШМО как раз проанализировали, какова же вообще содержание, структура и требования к педагогам, компетенциям, да, педагогов. Это что касается второго направления. Третье направление – это обеспечение повышения уровня профессиональной компетенции педагогических и управленческих кадров. Здесь пока еще запланированы тематические педсоветы. Тематический педсовет первый, который посвящен формированию смыслового чтения и работе с текстом не только в урочное, но и в неурочное время. Потому что мы понимаем, что этот вопрос, он достаточно актуален, он есть во многих оценочных процедурах, поэтому в этом полугодии, вот, по крайней мере в нашей школе, и мы предложили нашим коллегам по проекту, чтобы эта методическая тема, она связывала всех нас, и мы над ней работали. Вторая тема – это развитие познавательной активности и учебной мотивации учащихся. Мы тоже прекрасно понимаем, что сейчас этот вопрос достаточно актуален. Он всегда был актуален, но особенно остро актуален он именно сегодня. Поэтому мы запланировали эту работу уже во втором полугодии этого учебного года. Дальше еще одна форма, которую не так давно мы успели опробировать. Это методическая неделя в форме стажировки. Здесь, как правило, эта форма, она немного связана, скажем так, с наставничеством. То есть это когда вот в рамках этой формы у нас опытный педагог, естественно, он проводит обучающие методические семинары, проводит открытые уроки для тех учителей, которые, конечно, в первую очередь молодые специалисты, но и не только молодые, которые достаточно уже долго работают. Мы в этом году решили тему обозначить таким образом: мотивирующие уроки, формирующие оценивание. Следующая форма – это заседание ШМО снова. Это что касается вот у нас третьего направления. То есть заседанию ШМО, конечно, мы уделяем большое внимание, потому что действительно, если мы в рамках проекта должны повысить образовательные результаты учащихся по предметам, именно по предметам, кто как не школьные методические объединения вот, будут стараться, да, создавать условия для того, чтобы повысились образовательные результаты. Но в заключении именно третьего направления, конечно, мы планируем провести итоговую методическую конференцию, на которой уже представители педагогов от предметного цикла, они представят свой опыт, как им удалось в данном случае поработать, и самое главное, какие эффективные приемы и педагогические техники они нашли. Конечно, самый, наверное, один из вот, в условиях ограниченности, да, времени у нас, конечно, является форма работы как консультации педагогов. Причем это могут быть консультации не только очного формата, но и заочные. Поэтому, конечно, мы с коллегами из других школ в постоянном взаимодействии. Это тоже как одна из форм работы, она достаточно результативна. Что касается четвертого направления, именно профессионального развития молодых педагогов через систему методического сопровождения, здесь у нас уже работают три формы. Это наставничество. Каждый год у нас
как я сказал, молодые специалисты приходят, и за ними закрепляется наставник, и в течение каждого учебного года они работают с этим наставником по направлениям. И, конечно, мы определяем наставничество в 3 года, то есть если молодой специалист приходит в этом году, то на протяжении 3 лет он растет вместе с педагогом-стажистом. Вот, поэтому это вот первая форма наставничества, которую мы предлагаем. Вторая – это школа молодого учителя. Здесь для молодых педагогов разработана отдельная программа, которая, конечно, включает в себя множество вопросов. Вопросы необходимые для изучения. Ну, например, работа государственной информационной системы электронное образование ГИС, да, и вот это одно из направлений. Вот, и множество других направлений есть, которые проводятся тоже и в форме методических семинаров, и в форме круглых столов. Это все в рамках школы молодого учителя. Школа молодого классного руководителя у нас тоже есть. Здесь мы предложили нашим коллегам из 33-й и 15-й тоже посмотреть наш опыт. И, в принципе, у нас есть тоже план. И если, например, если у нас будут какие-то совместные вопросы воспитательного характера, конечно, здесь мы всегда готовы с ними взаимодействовать. Ну и пятое направление тьюторского сопровождения – это повышение уровня метапредметных и личностных результатов через развитие учебной мотивации. Здесь, конечно, мы постарались учесть, во-первых, те традиции нашей школы, которые имеются, и то конкурсное пространство, которое в нашей школе уже сложилось и реализуется. Первая, вы видите, форма работы – это конкурсы в рамках предметных декад. Они направлены именно на повышение уровня интеллектуального и творческого развития учащихся. Второе – это межсетевые внеурочные воспитательные мероприятия. Здесь у нас, конечно, напрямую эти мероприятия связаны с повышением уровня личностных результатов. И, конечно, в презентации мы не увидим, а в алгоритме коллеги могут увидеть то, что воспитательные мероприятия, конечно, там у нас есть несколько форм. Конечно, это и российское движение школьников, конечно, это и юнармия. Все эти первичные отделения у нас есть и работают достаточно успешно, поэтому со школами мы тоже активно взаимодействуем. Дальше мы предложили коллегам, исходя из того, что у нас есть опыт от реализации проектной деятельности, провести единый классный час, который будет посвящен именно вопросу жизненного цикла проекта. Мы понимаем, что проект, он не сразу создается, да, он имеет определенные этапы. Вот, и для того, чтобы учащимся разъяснить, начиная с 5 класса, каким этапам нужно придерживаться, что такое проблема проекта и так далее. Да? То есть вот эти вопросы как раз мы вынесем на единый классный час. Дальше, наверное, ключевая форма работы по 5-му направлению, которая обсуждалась очень активно с коллегами, это занятия внеурочной деятельности по предметам. То есть, в принципе, учителя, наши педагоги, они проводят занятия в рамках внеурочной деятельности, да, в том числе по подготовке государственной итоговой аттестации. Поэтому на эти занятия приходят не только учащиеся нашей школы, но и учащиеся школ, которые вместе с нами в нашем проекте школа 33 и школа 15. Ну, еще несколько направлений. Форм работы вы видите, это занятия в рамках реализации программы спортивного клуба «Юниор», который у нас есть, совместный фестиваль битвы хоров, ну и множество других направлений, которые у нас имеются. Что касается шага 4-го, оценки результатов сопровождения, здесь, конечно, мы планируем выйти на следующие результаты. Первое – это реальное продвижение в решении профессиональных затруднений управленческих команд, педагогических коллективов. Второе – это положительная оценка мероприятий тьюторского сопровождения школами и оформление методических материалов по решению проблем образовательного процесса. Как мы будем в данном случае измерять вот эти результаты? Показателями достижения результатов является положительная динамика роста профессиональных компетентности учителей. И здесь, конечно, основными критериями являются у нас умение разрабатывать контрольно-измерительные материалы, применение механизмов формирующего оценивания и разработка также иных учебных материалов. Второй показатель – это формирование пар групп наставников наставляемых, оценка эффективности их работы наставляемыми. И третье, то, что опять же мы планируем по итогам
конференции, которая была ранее озвучена, да, итоговая методическая конференция, это издание сборника универсальных учебных материалов по предметам разработка дидактических листов для реализации формирующего оценивания. Говоря вот о последнем, конечно, хочется еще отметить, что наша школа, она второй год подряд участвует во всероссийском проекте по именно формированию универсальных учебных материалов. Поэтому тот опыт, который у нас имеется, конечно, он позволит коллегам из других школ включиться в этот проект. И я думаю, что в качестве продукта нашего результата будет вот издание сборника универсальных учебных материалов. Вот это что касается основных наших шагов, основных этапов работы. Понятно, что мы находимся сейчас на втором этапе, на практическом. Часть мероприятий мы уже провели, часть мероприятий у нас, конечно, еще впереди. Вот. Ну, я думаю, что результаты, которые касаются школ, участников, да и школы-лидера, они будут иметь только позитивную динамику. Спасибо большое за внимание. Благодарим вас, Иван Николаевич. Иван Николаевич Бабков, заместитель директора по научно-методической работе средней школы номер 35 города Сыктывкара, раскрыл нам алгоритм, очень подробный пошаговый алгоритм, который можно взять за основу для того, чтобы выстраивать взаимодействие со школами, участниками проекта. Уважаемые коллеги, на этом завершается работа нашей онлайн-конференции «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, школах, функционирующих в неблагоприятных условиях путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации». Но продолжается работа форума образования государства, общества. И мы ждем вас завтра на площадках «Цифровая образовательная среда». И, конечно же, всех молодых педагогов приглашаем 4 октября на День молодого педагога. Очень интересная, насыщенная программа предусмотрена. Много интересного и полезного молодые педагоги получат в рамках этого мероприятия. А у нас, уважаемые коллеги, еще одно важное событие. Завершился грантовый конкурс модели перевода школ в эффективный режим функционирования. И мы готовы объявить результаты конкурса. Буквально сегодня завершила работу экспертная группа, наш многоуважаемый жюри. Обязательно нужно сказать о том, что 11 школьных команд приняло участие в этом конкурсе. Это школьные команды Воркуты, Имты, Книжпогосского района, Карткировского района, Прилузского района, Сыктывдинского района, Сыктывкара, Ударского района, Усть-Вымского района и Усть-Кулымского района. Итак, кто же стал победителем? Третье место и 300 тысяч рублей получает школьная команда города Сыктывкара. Иван Николаевич не случайно, видимо, сегодня здесь присутствует. Да, действительно, опыт работы школьной команды позволяет достичь высоких результатов. На второе место вышла школьная команда Сельского района. И это район Карткировский. Да, наверное, надо, конечно, сказать о том, какие школы входят в школьную команду. Да, школьную команду Сыктывкара Иван Николаевич представил. Это школа номер 35, школа-лидер, школа номер 33 и школа номер 15, школа-участники. Карткировский район. Сегодня у нас тоже был представлен опыт этой работы. Татьяна Михайловна Казакова нам представляла опыт работы школы-лидера. И школы-участники из Карткировского района. Это средняя общеобразовательная школа села Керес, села Богородск, села Мордино и поселка Визяныш. Ну и первое место. Кто же занял первое место, кто получит 500 тысяч рублей на развитие своей школьной команды?
Это школьная команда города Воркуты. Представитель школы лидера Радик Хамитович Туренбеков сегодня тоже у нас принимал участие в нашей онлайн-конференции, выступал, представлял опыт работы. И школы, участники этой команды, средняя общеобразовательная школа номер 43, номер 14 и СОШ номер 39 имени Чернова. Тоже сегодня представитель этой школы принимал участие в нашей онлайн-конференции. Члены жюри отмечают, что у многих школьных команд были очень интересные работы, что все, кто представил материалы на грантовый конкурс, постарались и продумали и программы перевода школы в эффективный режим функционирования, и программы тьюторского сопровождения школы. Очень интересные и содержательные эссе были представлены участниками грантового конкурса. Ну, как мы понимаем, да, победителей бывает только, призовых мест только 3, да, баллы решают все, но тем не менее вот, все участники грантового конкурса получат сертификаты и денежное поощрение в размере 40 тысяч рублей. Все школьные команды, участники конкурса. Уважаемые коллеги, на этом завершается работа нашей онлайн-конференции. Желаем всем успешной реализации своих программ развития.